Так, всем привет. Начинаем наш сегодняшний стримчанский. Небольшой, я думаю, сегодня стримец будет. Потому что ивент только завтра. Да, в принципе, и ивент, я не знаю даже, есть ли смысл подрубать вообще, потому что... Потому что завтра только первый день, что там контента-то будет. Всего ничего. То есть посмотреть просто, что он на себя представляет. Сюжет какой-то, да, там увидеть. Как приедут всякие Тигнари. Кто там был? Тигнари, Колей были в трейлере, которые приедут, собственно, на этот ивент манштатский. Блин, я не понимаю, зачем разработчики, конечно, сделали эту херню с отображением аккаунта твоего при заходе в игру. Просто для того, чтобы было проще стырить аккаунт людям. Те, кто это хочет сделать. Типа, офигенно придумано, конечно, ничего не скажешь. Удобно, очень удобно. А потом они что-то пишут про безопасность, типа, не заходите на сторонних сайтах, типа, под аккаунтом Геншин. Угу. Сами же, блин, твой аккаунт, блин, логин тебе в лицо тычут, когда ты заходишь в игру, блин. Чтобы все его видели, блин. Говорю, осталось только, чтобы еще паролем тыкали, то еще так же в лицо тебе. При входе в игру было вообще 10 из 10 решения. Так, ну что, немножко пофармим. Сегодня все еще недоступны материалы оружия. А, да, кстати, забавно, я поставил сюда Дэю. Потому что она днем дает больше скорости. Можно менять в команде. Если ты бегаешь днем, то брать Дэю. Если бегаешь ночью, брать Розарию. Ты всегда будешь бегать на 15% быстрее. А можно обеих взять сразу. Привет, Даймонд. Привет. Привет, стример. Почему моя Коми не триггерит фавони? Как это исправить? В смысле, она нормал атаками не триггерит? Ну, остального у нее нету дэмэджа. У нее нет скиллов, которые дамажат. У нее же только атаки дамажат. А фавони, насколько я понимаю, там... Так, стоп, погоди, это вопрос с подвохом. У Кукоми минус 90% крит шанс. А для фавони надо критовать. Я понял. Это вопрос с подвохом. Не, ну вообще, я говорю, у нее же скиллы, чё, у нее же дамаги нету, ничего. А сет, который дамажит, он же, это же совсем другой источник. Он не может триггерить никак. Просто потому что Кукоми хиллер, вот и все. Потом она не триггерит фавони, мне кажется, очевидно. Все равно, что спросить, почему Дэя не дамажит. Потому что она танк, она не DPS, она не саб DPS, она танк. Все. Короче, такая история. Но это, да, весьма странная история. Я так понимаю, что 90% игроков отжидали от Дэи какого-то хотя бы дэмэджа. Оффилд или main DPS. Ну, в качестве main DPS. Никто ничего не может. Короче, да, ничьи ожидания не были. Как это сказать? Оправданно. Ну, она реально, она как саппорт. ХПшечка там у него, пацан. Ну, нормально там этот талант открылся, зато теперь. Теперь она может хилить себя. То есть теперь она не только впитывает дэмэдж, но и себя подхиливает. Скажи, зачем на Дэю выбивать сигну, если она с кулаков бахает? Да, кстати, вопрос хороший. Если она все равно его выкинет, зачем ей крутить сигну, если она все равно ее выкинет? Хороший вопрос, да.
Очень хороший вопрос, мне нравится. Да, так, ну получается, что вот этих штук у меня хватит только на то, чтобы еще одну звезду апнуть. И этих еще надо 4 минимум захода. А вообще по-хорошему, наверное, 5 или 6 даже. Кстати, круточки. Стандартные круточки надо исполнить. Я тут подумал. Я хотел засейвить. Сейчас у меня 67 откручено. 7 круточек у меня есть. Где-то рядом гарант тут. 68. 69. 70. Угу. Четверочка. Лайла. Балдеж. Класс. Класс. Лайла, это хорошо. 70-я была, да? Это 71-я. Сигнатурка Дэй. 72, да? 73. Хрена, конечно, стандартный баннер тянет. 74. Все еще ничего. Окей. 74 крутки. 74 крутки и стандартный баннер все еще не дал. Ничего. Окей. Ладно, пойдем квесты делать. Деймики. Что делать, если торт при ешке меняет оружие? Для чего я выбивал сигнал, если он ею не пользуется? В смысле не пользуется? У него же в анимации, по-моему, он ломает лук на 2 части и начинает им драться. Поэтому ему надо постоянно выбивать сигнал новую, потому что он старую ломает. Не знаю. Я помню, у него какая-то такая дурацкая анимация. Я, может, конечно, ошибаюсь, но что-то вот такое смешное. Да, Лайла. С2 Лайла. Попадание по противникам. Попадая по противникам, каждый метеор навыка ночи почетного сосредоточения восстанавливает 1 единицу элементальной энергии Лайлы. Каждый метеор может таким образом восстановить энергию Лайлы 1 раз. Ну, то есть 4 шарика она генерирует теперь. Ну, нормально. Даже Дэя так не умеет. На самом деле, я вот не знаю, реально. Вот даже вот такой микромомент, это я вот, ну, я сделал видос, собственно, с вчерашнего нарезал. Самое первое, о чем я сказал, как раз вот эта вот тема, то что у нее проблема с регеном энергии собственным, да. То есть у нее только ее ешка при совместной атаке генерирует 1 шарик. Ну и 1 шарик она генерирует, когда ставит ешку. Собственно, да. А когда активируется ультимейт, она просто убирает ешку и перестает генерировать шарики. Себе энергию. Все. Зачем вот это было делать? Мне непонятно тоже. Какой бред какой-то вообще. Настолько... Они как будто специально худшего персонажа делали. Это Мелт, если что, блин. 7000 дэмэджа. Мелт. По Крио слайму. Просто, блин, взять вообще любого другого персонажа, и будет гораздо больше урона. Ну, то есть, блин, зачем настолько? То есть они говорят, что во время беты ее 2 раза занерфили. Дважды ее нерфили. Зачем ее было нерфить до этого состояния? То есть до состояния, когда она вообще ничего не может. Что делать, если Хутао теряет хп при ешке? Она пироманка-мазохистка? Ну да. На самом деле. А ты думал? Почему она такая веселая? Постоянно. Потому что она себе больно делает, а ей это нравится. Поэтому она всегда такая веселая.
500 урона сейчас было, серьезно. Блин, я узнал, кстати, вчера, уже после стрима, о том, что можно прервать ультимейт Дэхьи с помощью прыжка. Просто достаточно подпрыгнуть, и ультимейт сразу же закончится. То есть, опять же, почему, кстати, Синтю и Елань не триггерятся? Потому что ее ультимейт — это анимация. Но при этом анимацию можно ускорить за счет ее, собственно, пассивки, которая ускоряет ее тычки. Когда ты спамишь нормал атакой, у нее ускоряются тычки, типа. Соответственно, ты эту анимацию можешь ускорить. То есть она тогда будет 6 тычек бахать вместо 11. Блин, это, говорю, это настолько нелепо, просто жесть. Это максимально нелепо. Просто на каждом шагу. Зачем? Зачем было такое делать? Чисто зарофлить решили? Блин, прикольно. Вот это я, кстати, люблю, когда они жонглируют этими мобами. Ну, это всех двуруков такая анимация примерно. Перестань смеяться с ее урона, она жалеет слабых неписей. Это, кстати, насчет жалеет. Это, получается, первый баннер, который я крутил чисто из жалости. Вот, я еще раз об этом скажу. Просто, ну, на самом деле, да. На самом деле, я давно, еще когда первый раз увидел дизайн, когда первый раз увидел персонажа Дэхьи, я хотел ее крутить, естественно. Если бы, кстати, у меня были проблемы с прохождением бездны, я, наверное, бы ее не крутил. Но поскольку бездна и так проходится, я уж решил, что можно крутить баннер. Что делать, если при беге Аяка иммуна исчезает? Не бегать? Очевидно, нет. Легко же. Не бегать. Не будут исчезать. Что-то я запутался уже, в какую сторону побежать надо. Вот. Да, они вернутся. Кто они? Кто они? Примагемы, может, имел в виду? Всегда проблемы с примагемами просто у игроков. Примагемы никогда не вернутся. Если ты потратил их на Дэхьи, они никогда не вернутся. Видно. Наслаждайся Дэхьи, собственно. Ее... Не знаю, короче, ее дизайном можно только наслаждаться, мне кажется. Хорошо, хоть слаймом хватило. Ну да, эта анимация, она не заканчивается. Я как бы ничего не нажимаю, я хочу бежать дальше, но для этого надо подпрыгнуть. И потом можно только бежать. Нормально, что у Делюка меч начинает гореть после ультимейта. Как его потушить, мало ли сгорит. А не сгорит, потому что меч металлический, очевидно. Металл при такой температуре не может сгореть. Просто подожди, когда бензином облитый меч, собственно, бензин весь с меча сгорит, и все, тогда все будет нормально. Блин, даже, говорю, 4-звездочные персонажи, мне кажется, смеются над этим дэмэджем. Совместная атака на 2500 дэмэджа. Это, конечно...
Это плохая идея на самом деле. Это команда что-то сделать. Ой. Да. Блин, забавно, я вчера, короче, когда добивал дропсы, зашел на стрим какого-то чела. Он там обсуждал, собственно, оружие для Дэй. И, короче, что-то этот говорит, сказал, короче, что этот... Что вот это, короче, одна из лучших для нее пушек. Но он не знал, что это пассивка, она не работает. Как на Дэй. То есть он, читая описание, собственно, этой пассивки, он считал, что дэмэдж, который Дэй принимает в себя, она не будет триггерить вот эту вот херню, то есть сбивать стаки. Но она сбивает стаки. То есть вот эта вот херня, это пассивочка, ну она уже закончилась. Когда она частично вот этот дэмэдж впитывает, собственно. И каждая вот эта тычка, она сбивает стак. Это БПшки, собственно, оружие. Забавно, на самом деле, очень. Говорю, ее сделали максимально неюзабельной. Это нормально, что у меня тут фея летает до сих пор, которую я не собрал почему-то. Ну я уже говорил, мне Манштат надо заново прочесывать. Потому что я тогда без интерактивной карты это делал. У меня много чего пропущенного есть. Не знал, что тут фея есть на самом деле. Так. Окей. Забавно. Ладно, я отметил, что найдено. Что я реально нашел. Пускай. Я надеюсь, мне за это сундук хотя бы с гемами дадут. Потому что тут... Я помню, здесь были сундуки, которые еще не давали гемы. Так, ну 2 гема, да. Какой же гигантский дэмэдж просто. Так, это, кстати, квест забавно, я уже читал. Я удивился очень сильно. Это мега редкий квест, кстати. Который... Ну, собственно, я за все время, сколько играл, я ни разу его не получал. При этом, чтобы получить ачивку, этот квест, надо как-то по-особому пройти. Я даже не знаю как. Надо пойти загуглить сразу. Сказано, сделано. Че? Не. Я сразу загуглю, потому что, говорю, эта херня очень редко выпадает. Побеседуйте. При первом прохождении можете выбирать любое место, как ачивки все равно придется посетить все локации. То есть пройти это поручение 3 раза. При этом необходимо будет идеально выполнить все требования купца. Вершина. Здесь вам необходимо будет разобраться с несколькими хиличерлами в определенном порядке, который вам назовет царевич. Поэтому обязательно внимательно выслушайте его. Если нарушите последовательство, не получите трофей, вам придется заново проходить задание. Охеренное задание, кстати. Объясни, почему БП не робит? Потому что ДЭ на себя дэмэдж впитывает. То есть ты получаешь дэмэдж. Ну, то есть это одна из ее... Вообще, это единственная, наверное, обилка, которая у ДЭ работает. Это когда противник
наносит урон, ну, либо самой Дэи, либо... Не, кстати, вот самой Дэи не знаю, как оно. Ну, короче, когда тиммейт в поле... в радиусе действия ее ешки, когда тиммейт получает дэмэдж, собственно, где тут 38% урона этого, входящего в тиммейта, уходит Дэи. И при этом оно не одной тычкой приходит Дэи, а несколькими тычками там по 10% от общего числа или что-то типа того. Короче, какая-то такая механика. Сейчас, где тут? Когда враги не то. Совместный. Сопротивление прервано. Часть урона, получаемого такими персонажами, отводится и перетекает в кровь алой гривы. Дэя принимает этот урон в течение 10 секунд. Вот, собственно. Вот пока она вот эти 10 секунд принимает этот урон, соответственно, стаки БПшки ломаются. Вот эти. Вот и все. Когда достигнет определенного процента от макс хп или превысит его урон, она перестает отводить урон. Ну, это понятно, ограничитель есть. Блин, хорошо, хоть мне вот эти повязки фармить не надо. Кстати, можно физ ДПС ее сделать, потому что я смотрю, тут нормально, типа 90%. Первая атака, там 90 тоже, вторая, третья уже 111%, вполне себе нормально. Ее можно реально физ ДПС, короче. Я тупой, я не понял. Я чуть позже покажу. Чуть позже покажу, что она не работает. Сейчас хочу выполнить это задание дурацкое. Потому что это надо супер внимательно сделать, эту херню. Наточил с топором, наточил, что там еще наточил. У нас, конечно, показано 100 тысяч противник, чтобы вы не запутались. Так, ладно, погнали. Что произошло? Слушай, не могут ни с чем справиться, они запрещают мне проезд, потому что чудовищно на дороге устроили засаду. И все, от них больше нет никаких вестей. Как местные жители вообще могут доверять им свою безопасность. Меня ждут срочные дела, а я тут простаиваю. Они хоть представляют, во сколько мне обходится каждая минута безделья. Слушайте, а вы случайно не ищете приключения? Давайте я вам заплачу, а вы поможете мне разобраться с этой проблемой. Что скажете? Сколько заплатите? Это зависит от того, насколько хорошо вы справитесь с задачей. Если меня все устроит, то я щедро вас вознагражу. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что таких чулов в Манштате стало в разы больше. Чем вообще занимается этот World of Avonius? Приходится прибегать к помощи добровольцев, но ведь вас самих не так уж и много, всего 1,5, чего? Ладно, просто скажите, какое место вы сможете обезопасить хиличурлов? Подножье горы, склон или вершину? Там всюду хиличурлы, поэтому нет никакой разницы. Теперь выбирайте, хватит тратить мое время. Ну, тогда я, наверное, с подножья начну. Подножие. Перед тем, как браться за выполнение данной задачи, убедитесь в том, что вы перебили всех мобов и выполнили все другие задания в области, показанные на скриншоте ниже. Чего, блин? Короче, у подножия горы там еще надо готовиться к этому квесту, прежде чем его выполнять. Не, я тогда, значит, начну все-таки с вершины, потом с остального буду пытаться.
Окей, с хильчурлами на вершине горы справиться будет тяжелее всего. Раньше я поднимался туда, чтобы развеяться, но сейчас даже близко боюсь подходить. Такая неприятность. Выглядишь достаточно опытным, поэтому я думаю, что с этой задачей ты справишься в 2 счета. Помни, что большой болван с топором должен быть первым. У меня аж кровь закипает, когда я вижу, как он там напыщенно расхаживает. А этот олух с щитом ходит и тычет всем им в лицо, надоел уж. Последним должны быть те ребята с палками, как они себя называют, шаманчурлы. Как бы они себя не называли, выглядят они не очень сильно. Сделайте так, чтобы я их больше не видел. Не до тебя, чё. Значит, другое задание совершенно. Полтора ты и Паймон? Ну, возможно, да, он именно это имел в виду. Так, болван с топором. Окей. Он как раз ко мне идет. Так, теперь этот шманчурл. Все, идеально. Но одну часть этого задания я сделал. Жесть, конечно, там. У тебя царевич пройден. Ну, блин, это классно. Я говорю, я первый раз его вижу. Вообще. В плане заданий, да. Ты отлично себя показал. Это... Ладно, не буду торговаться. Держи свои честно заработанные 5000 моры. Как говорят, у нас снежно сказано, сделано. Значит, все могут платить только 5000 моры. Ну, уже не пышьтесь. Я очень тщательно рассчитал вознаграждение на соответственно проделанной вами работе. Для большей награды нужно постараться. Вы можете попытать свою удачу в следующий раз, если я опять попаду в какую-нибудь неприятность. Это хорошее замечание от Паймон. 5000 мура всего, реально. Скупердяй какой-то просто. Ну окей, основное в этом квесте то, что просто это 1/3 ачивки было выполнено. Ну плюс, естественно, 10 гемов за дейлик обычный. Так, что у меня светится, мне интересно. А, задание легенд, что типа задание Дэй есть теперь. Пускай будет. Я его сейчас все равно буду выполнять. Но сначала, пожалуй... А это тоже ключей стоит? Окей. Окей. Все. Здесь ключи потом будут копиться. Так, значит, я обещал показать, почему БПшка не работает. Сейчас. Возьму нормальную команду, да и... Ну-ка, пойду, естественно, на Масонори. Но вообще, на самом деле, и без Масонори, наверное, можно показать. Любой враг тут подойдет. Сейчас ставлю БПшку. Так, ну вот она БПшка, она набирает стаки. Соответственно, которые увеличивают... Что они там увеличат, я забыл. Наносимый урон. Че, подожди, 4 секунды. Лично наносимый персонажем урон на 6 и получаемый им урон на 3, пока тот активен. Может складываться до 5 раз. Не сбрасывается при смене персонажа. При получении урона снижается на 1 уровень складывания. Собственно, вот они, стаки копятся. Их 5 может быть. Максимум. При смене персонажа они никуда не деваются, да? Ну, да, все нормально, они есть.
Я ставлю Ешку. Вот, Мона получила дэмэдж. Вот, один стак уже потерян, второй стак потерян, третий стак. Ну, в общем, все. Стаки закончились. Вот так вот это работает. Она просто теряет эти стаки, то есть бонуса урона нет. Такая вот херня. ВПшка не работает. Получается на ней. Ну только крит шанс, получается, работает, да? То есть основные остатки, а вот пассивкой, да. Пассивка уже не работает. Ну, еще КД такие огромные у нее зачем-то. По 10 тысяч. Нифига себе урон. По 10 тысяч. Ну вот да, вот у нее ни одного стака просто нет. Потому что, собственно, ее пассивка, которая впитывает дэмэдж. Это все. Я, кстати, даже не знаю, вот это лучше или это будет лучше ей. Вот вопрос, конечно, сложный. На самом деле ей очень не хватает регена, энергии. Как и Ноэль тоже, блин. Но опять же, Ноэль 4-звездочный персонаж. А это 5-звездочный. И вот, вот реально, я не знаю. Это то, что они сделали, это уровень 4-звездочного персонажа. Когда персонаж раскрывается там на C4, на C6, там вот это вот. Я, кстати, почитал вчера еще ее эти консты. Ну да, тут, конечно, прибавляется ей дэмэджа. Вполне себе неплохо так. Но опять же, когда персонаж раскрывается на C6, это называется 4-звездочный персонаж. То есть это... Но она почему-то 5-звездочный персонаж. Пусть даже из стандартного маннера, но все равно. Да. Печально. Очень печально. То, что они с ней сделали, это очень печально. Ну, когда, блин, при всех бафах она в ультимейте делает 10 тысяч по 10 дэмэджа. 10 тычек по 10 тысяч дэмэдж, да, собственно. Прям грустно очень. Бля, а тут какой-то сундук, по-моему, давали, да, или что-то такое. То, что ты вот это вот все взрывал, я помню. Зачищал карту. Вроде так. Херня как это было. Так. Что там по плану? Ну, наверное, да и квест проходить сейчас. Делать-то особо больше нечего. Смолу я потратил. Да и немножко еще прокачал. Пойдем ее квест сделаем. Кстати, к слову о утечках, там уже слили, короче, инфу, что для нее все-таки будет сет. Но точно так же люди говорят, что это вряд ли ее спасет. Люди, которые разбираются в цифрах, уже прикинули, что этот сет будет немногим лучше, чем эмблема на ней. Такие дела. Не знаю, насколько правда, опять же, да. Потому что утечки это утечки. Его же нет в списке.
Well, if it isn't the traveler in Paimon. Wasn't expecting to see you here. Hello there. Oh, it's been quite a while. Huh. So you two are still hanging out together. Dia, didn't you say last time that you were gonna head back to the desert? I said I was going to resign from being her bodyguard, not that our friendship was over. We're still the best of friends. The Holmayanis also still post jobs from time to time. Their pay is always generous, so me and the other mercs never pass them up. I told Dia to just stay at our place when she took one of those jobs a few days ago. My parents were delighted. They even said that it always felt like we were missing someone whenever Dia wasn't around. That sounds like something they would say, all right. They're always so welcoming. Anyway, the job is already taken care of, so I was gonna head back to the brigade as soon as I finished a little shopping. But the master kept insisting, and I ended up staying for another day. You can stay for as many days as you want, Dia. Father hasn't even gotten around to treating you to his best dishes yet. You know I'm not the kind of person to stay put in one place like that, my lady. Don't worry, though. There'll always be next time. What? She said they'll treat you to the best dishes! I can't believe you can still refuse that! But wait. Didn't you say last time that you would take me on a trip to the desert? Why don't you just take me with you today, when you leave? There are so many places I still haven't visited yet. I'm sorry, my lady, but no can do. There's still a few things I Это need прям to как take тот care of with the веб-ивент, brigade. где мы Besides, the desert hasn't exactly been the most peaceful place ну, lately. короче, они вместе путешествовали по пустыне там. Not this again. That's also what you said last time and the time before that. I know, I'm sorry. Just give me some more time, and I promise I'll plan the best trip ever for you. All right, fine. To be perfectly honest, it's not that I wanted to go, it's more like I feel like something is off about you lately. Ever since you first set foot on the estate a few days ago, you've been acting anxious and even paranoid. Have you been delaying our trip because you've run into some kind of trouble? Nah, are you kidding? You're worrying too much. Would you swear on that? Friends shouldn't lie to each other, you know. I wouldn't pry any further if you're willing to swear on what you just said. But if something really is bothering you, then just tell me. You know I'll help you however I can. Oh, looks like Junior's was onto something. You're too perceptive, my lady. Seems I can't hide anything from you. I just thought that nothing good could come out of telling you about the messy happenings of mercenaries. Knowing too much only leads to more trouble. Mercenary life is a dog-eat-dog world where Mora reigns supreme. Everything operates on a completely different set of rules. That doesn't change anything about what I just said, though. We're still friends, and I can only support you if I understand what's bothering you. My lady, you're not gonna stop until you drag it out of me, are ya? All right, I'll share what I know. Let's go somewhere else first. This isn't exactly the best То place есть мы for будем discussion. помогать ей разгребать ее проблемы, да? Okay, let's talk here. Кстати, Just try not to draw any extra attention. As кстати, you may already know, секундочку. the Eremites have both a lot of mercenaries and a complex Я сейчас organizational подумал. structure. Many mercs are no different than me, just going around looking for jobs to earn some mora. Я вот сейчас подумал о том, что это чуть ли не первый квест. Ну ладно, может, далеко не первый, я уже все не помню. Вот эти квесты, задания легенд, вот эти встречи, которые начинаются не с рандомных NPC, а реально со встречи с главным героем, собственно, этого квеста. Это интересно. Может, и дальше будет меньше бреда какого-нибудь, и будут именно истории персонажей, а не так, что сначала нам полчаса, рассказывают историю каких-то двух рандомных NPC, потом появляется главный герой этого квеста, и начинается, собственно, его квест. А сейчас вот началось все сразу, вот, да, и нам говорят, что, типа, вот, да, у Дэй там есть проблемы в мире наемников, что-то там со своими коллегами. Она что-то не поделила, видимо. Мы ей сейчас помогать, наверное, будем, да?
My brigade is called the Blazing Beasts. We're not a large group, but every member is loyal and brave. However, not all Eremite brigades are like mine. Some are willing to cross all kinds of lines for the sake of Mora. The most notorious is a faction known as Deshret's Relics. Deshret's Relics? Judging from the name, they must really look up to... Лехмара. Yep, you got it. I've heard that you've already crossed paths with Ain al-Akmar. They're one of the groups under the Relic's banner. Oh, you mean the group that tried to sell us the Divine Knowledge Capsule? Yeah, they weren't friendly at all. Deshret's Relics is composed of many smaller brigades like Ain al-Akmar. The Relic's headquarters issues orders to all brigades under his control. On any other day, I would want nothing to do with them. Unfortunately, though, the brigade that's stirring up trouble now is none other than Dakan al-Akmar. Dakan? I think it means beard or something. Believe me, it's a really Борода. insufferable for years. Anyway, the real issue... Борода Дешрета называются они. Say what now? I think I'm starting to understand your anxiety. Мне напоминает, был What did they прикол do? на одном из стримов стоп-гейма. Там они нашли группу, которая называлась Борода Ивана. We're talking hundreds. Очень смешно. Hundreds. Yep. The scenes tend to be quite gruesome, too. They strip the victims of all their valuables before murdering them. Not only have they targeted merchant caravans and ordinary citizens, but other mercenary brigades as well. Пойдем перебьем их. It's beyond terrible. В чем They проблема? won't even spare their Раз мы справились с сложным божеством, то с какой-то кучкой бомжей, я думаю, разберемся All I do know изи. is that Dakan al-Akmar has become more and more aggressive over the last few years. If I don't do something about them, then even my brigade or the people of Aru village could become their next target. I just wish I knew what's driven him to do this. Yeah. How can your father do such terrible things? I don't know. People change. He's always been pretty pathetic. But at least in the past, there were still a few lines that he wouldn't cross. That's setting the bar pretty low. I mean, if he was even remotely decent, then why would I have to leave the brigade and cut all ties with him? He was loud and foolish, with no real sense of purpose. Instead of doing anything useful, he spent most of his time drinking and chasing after women. Of course, the other brigade members were just like him. Their ruckus would go on night after night. Sounds like a nightmare. What about your mother? Did she ever step in to stop them? Unfortunately, I never knew my mother. I'm sorry, Dia. I didn't know. It's all right, my lady. That's pretty common in mercenary circles. Didn't I mention that my father was chasing after women? I was the result of one of those encounters with some random person. He told me that he wasn't sure who my mother was. And in any case, she never came to see me. He'd say, "You'll be fine as long as you remember to stick with Dad." But even then, he left most of the parenting to the brigade. The one thing I do remember is that he used to tell me stories. But the problem was that he had terrible taste. He only knew a few stories, and even those tended to be pretty stale. They were tales of desert warriors defeating dragons in the forest, or stories of mercenaries rescuing princesses from rebel armies. Sounds like your typical fairy tales. More or less, yeah. They were interesting maybe the first or second time around, but after about 20 repeats, they started to get a little dull. He seemed to think those stories were the best things ever, though. He was so into them that he'd call the whole brigade over and make them perform the whole thing as a play. Even the toys he gave me would all be story props. I'd get helmets, shields, and toy swords. It was only much later when I realized that the shows were more for him than they ever were for me. What an interesting guy. Но по твоему рассказу он не выглядел злодеем, правда? Yeah, I've always found him pretty childish, but that was something I could just shrug off. I had no reason to despise him. Until I grew up and learned the true face of Deshret's relics for myself.
Looting, blackmail, violence, and fraud. They not only accepted such heinous acts, they would even openly boast about them. No one in the brigade was any kind of hero. Instead, my father and his cronies were more like the bad guys that needed to be taken down. Did they really think that as long as they didn't do any of that stuff right in front of me, I would never know? I think I can understand your feelings. The difference between perception and reality must have hit hard. Yeah, but don't worry, my lady. It's all water under the bridge to me now. I had a huge argument with my father and left that place behind for good. I'm not investigating them due to any bitter feelings I still have towards my father. I just want to protect those that are close to me. Значит, ты хочешь узнать, почему они вдруг пустились во все тяжкие? Yeah. I told the boys to gather as much information as they could. Most of the reports concern violent incidents, but there's also some talk of smuggling. I see. But isn't this investigation incredibly dangerous? It is, but every mercenary lives life on the edge. It's a lifestyle that I enjoy. That may be true, but it'll be impossible for those who care about you not to worry. Well, now you get why I didn't want to share any of this with you. What should we do? They both have valid concerns. Отправляйся в пустыню вместе с Huh? тобой. But there's no need for you to get caught up in this mess, too. Well, he's super tough, so if he went into the desert with you, then Paimon bets the problem will be solved in no time. I'm inclined to agree. I'd feel a lot more at ease if you took him along to help. Ты можешь на I'll меня wait for news рассчитывать. from you in the city until then. Please, stay safe. Я же говорю, блин, идем просто I'm honored that you care so much for me, my lady. Проблем. All right, then let's get moving. Our first stop will be Caravan Rebot, where we can catch up a bit with my fellow mercs. Так. Кстати, я, наверное, все-таки команду. Я все-таки поменяю на нормальную команду, в которой да хоть какой-то дэмэдж выдает. Вот. Пускай будет так. Потому что рано или поздно нам скажут, что мы должны будем сражаться. А лучше сражаться с нормальной командой. Hey, Dia, you're back. Are these two friends of yours? Нет, я просто сталкер, который идет за ней и даже не прячется. Не знаю, просто что за вопрос вообще такой. Я просто ее преследую, но даже решил не прятаться, потому что мне пофиг. Так. Привет, раз встречу. Likewise. There's no need to be so formal with us. We're a pretty casual crew. Anyway, since we've Это become newcomers, let me вежливость fill you in on what обычная, the ничего Colonel такого. Alkmaar's been up to lately. They've become extremely aggressive. Apparently, even their own now have become acceptable targets. They even attack other relics brigades, just the same as any other mercenary brigade. Забавно. Even the most ferocious beasts still protect their own. And it sounds like they've thrown that straight to the wind. That's right. Once they've collected enough loot off the other mercenaries, they sell it off to a different brigade, or turn to merchants on the black market. Потом снова их грабят и снова Profits продают. immediately exchanged for more food and weaponry to be used in their next violent operation. That's terrible. Yeah, and it really makes you wonder why they're so desperate for Mora. A few days ago, Isham and I trailed them for a while, and even disguised ourselves as merchants to conduct trade with them. We were able to learn a few things from the exchange. Rather than saying they're out to plunder and hoard Mora, it'd probably be more accurate to say that they're experiencing an internal power struggle. Wait, a power struggle? You heard me right. The vast majority of their victims are mercenaries from the other brigades of Deshret's relics. If their only goal was Mora, they could have gone after anybody. The targeted nature of their attacks points to a power struggle between the different brigades within the relics.
That's the only Я plausible. понял, они устроили конкурс на Unfortunately, звание we weren't able to главаря. find out anything more specific. Кто больше Моры Seems украдет, they're тот also и trying to keep главный things under будет. wraps. Oh, one last thing we discovered was that over the past few years, as the Khan al-Ahmar became more and more active, Deshret's relics as a whole became a lot weaker. Стало еще непонятнее. It sounds mighty strange to me, too. Haroon, you can leave the rest of the investigation to us. Gotta say, though, I didn't expect you to go on a whole undercover mission during the few days I was gone. Sounds like you were really putting your necks on the line, no? Nah, it was nothing. We're just as concerned about the situation as you are. The Khan al-Ahmar is your father's crew, after all. What he said. Besides, Dia, haven't you done more dangerous things than all of us combined? What we did is nothing compared to your experiences. Yeah. And while they went to talk with Khan al-Ahmar, I took a look at the last camp they attacked. Any survivors of the attack were already long gone. There was nothing of value left in the camp. Ah, Hisham and Khalaf. You're here, too. We rushed over as soon as we saw you come into Caravan Rebat. Although this new friend of yours looks a little green behind the ears, I'm sensing a special vibe from him. Now that we know you'll have a capable partner with you, we can also rest easy. Hey, what about Paimon? Feel anything special? Oh, you're also planning to tag along with them? Paimon is the traveler's most important guide. Wherever he goes, Paimon will follow. Oh. In Да, that case, от нее никак не избавиться вообще. of her too, Dia. Don't underestimate Paimon! Don't worry about her. She may look tiny and helpless, but she's been through just as many battles as the traveler here. Even if she had only survived on sheer luck, then that alone would still make her quite formidable. I had no idea. I guess I shouldn't judge by appearances. Oh, one other thing, Dia. When you're free, why don't you update the deputy about your upcoming schedule? We held another recruitment event a few days ago, but everyone only came to see the Flame Main. You weren't around at the time, so people were pretty disappointed to only find our crew of rough, unkempt guys. The deputy put a lot of effort into the event, but it was basically for nothing. Only a few people chose to stay, and that really got to him. Sorry to hear that. I'll be sure to bring him some great liquor next time. I left in a hurry and I couldn't make it back in time for the event. Gotta admit, I can understand their disappointment, though. You're our brigade's main selling point, after all. Now, if only the deputy could figure out a way to bring a few more smoking hot members into our ranks. Keep dreaming. Remember the last time I invited a couple gals into the brigade? You all just froze up with your mouths gaping like a bunch of scarecrows. The awkward silence and weird expressions left quite the impression on them. They were originally interested in joining us, but after that, they both told me they were too uncomfortable to stick around. Hey, didn't we agree to never bring that up again? Huh? Wait, are you serious? Why have I never heard about this? I don't think you were part of the brigade yet. Are you kidding me? I missed a once-in-a-lifetime moment like that and you weren't even gonna tell me? All right. We can tell you about it later. Now's not the time. Hey, don't you try to change the subject. You and Hisham get your butts over here and tell me everything right now. Are they always like this? More or less. There aren't many rules or graces when it comes to mercenaries. We're used to just speaking our minds. If someone starts getting under your skin, you just yell right back at them. And if that doesn't put an end to it, then you just challenge them to a fight. But we also don't tend to take many things too seriously. Being direct and getting it all out of your system as soon as things Вон come up, какие-то просто бегают там на фоне теперь talking about просто. it. That's also why I never spare their feelings when I talk to them. If I want to laugh, I'll laugh. If I'm angry, then I'll unload on them. It's hard to stop once you get used to it. Though, I can never do that when I'm with the Homiyanis. Hey, knuckleheads! Can you at least tell me the rest of the intel before you go back to your bickering? Yeah, you hear her, Holloff? Told you we gotta focus on the investigation first. I drew up a map. Right here is the spot.
There you'll find the merchant caravan responsible for getting rid of Dakan al-Akhmar's looted goods. All you gotta do is wait and ambush them in the evening. They'll have no idea what hit them. Perfect. Thanks for that. Be sure to pass my regards to everyone else in the brigade as well. Will do. You stay safe, Dia. Интересно, дальше тоже будет этот цирк продолжаться просто такого плана? Прикольно. Всегда просто... Ну, я не знаю, я не помню моментов, чтобы вот эти квесты были какими-то такими несерьезными. Всегда такие какие-то серьезные истории они там рассказывают. Чтобы как-то раскрыть историю персонажа, да, там его характер и так далее. Хотя я сейчас что-то вспомнил квест Аята, где он... что там было про свадьбу какую-то вообще. Короче, да. This should be the place. Let's find a spot to hide and bide our time. Там они пытались просто показать, какой Аята умный, что он с It's gonna самого come down начала to a все fight знал. one way or another. So let's all be careful. А тут не совсем Don't понятно worry, пока. he knows his way around a fight. I'm not worried about that. What I meant is that we probably shouldn't go too hard on the enemy. After all, we still need to get information out of them. Понял. Постараюсь не убить их. Here they come. Кстати, то, о чем я постоянно говорю, Chance to react. что они могли бы сами перематывать время. Вот, меня не заставили в этот раз перематывать время. Просто потрясающе. Это такая мелочь. Это такая мелочь. Но почему они не делали этого раньше? Видите, у меня 43 тысячи хп. 2000 силы атаки здесь. 90 на 91. Понятно. Они как бы показывают, что Дея не damage дилер. Дея саппорт. Дея саппорт. Как бы повторяйте. Дея это саппорт. Танк. 43 тысячи хп. 44 почти. Но здесь-то она, конечно, посильнее, чем моя Дея. Let's light it up. Fate is upon you. Я, кстати, ни одной цифры не увидел Деи, потому что у нее энергии нету. Как бы. Почему я в первую очередь вчера говорил про энергию? Вот, это именно оно. Good. Я That's даже не увидел, сколько она дэмэджа в all таком right. виде Time for a наносит. little talk. Are you buddies with Dakan al-Akhmar now? Tell me, what are they after? You know the code of being a mercenary just like everyone else. The first rule is to never divulge key information about our employer. What makes you think I'd talk? That might have worked on an amateur, but I know you're just looking to protect your reputation. Think about it, though. What's your reputation worth if you won't have the other tools you need to succeed in this line of work? Tools like, I don't know, your limbs or eyes? You've got 5 seconds. You might want to think twice about how much your employer's information is worth to you. Whoa! Она знает, что I'm делать. not joking Успокойся, парень. around. We can do this the easy way or the painful way. 2 seconds. I'll save you the trouble. Что он сделал? Huh? Are you crazy? He tried to bite off his own tongue. Quick, search the area for any first aid supplies. Чисто серьезно закусить себе язык пытался. I definitely didn't expect him to go that far. Thankfully, the wound wasn't too deep, and he just passed out from the pain. But why would he be so extreme? I just wanted to test his mettle. You can get a lot of mercenaries to talk just by threatening them. I didn't expect him to be willing to go through so much pain just to deny us some intel. Well, he's out cold for now. We could wait for him to wake up, but maybe it's not a good idea to interrogate him any further. What should we do? Yeah, don't worry about it.
It'll be a waste of time to interrogate him again after that. He might just hurt himself again if we start asking. There are lots of goods around. Не, я бы придумал, что с Let's ним можно search the сделать. area. В принципе, как из него вытащить информацию. У меня есть пара идей, но я, пожалуй, не буду. На ютубе за такие идеи точно банят, а вот на твиче не знаю, но все равно что-то как... Я, пожалуй, не буду рассказывать. Рано не опасно, он скоро придет в себя. Окей. Это же детская игра, да. Не забываем. Оружие в сундуке, много лекарств, бинтов. В сундуках продукты, вода и другие товары первых. Похоже, здесь ничего интересного. Ну и все интересное в самом последнем сундуке, естественно. Let me take a look. If this really is a merchant caravan, they should have a record of their transactions. Yep. I see an entry for Dakana Lakmar right here. Kusela, Idrisi, Bashar, and Takriti. All familiar names. Dakana Lakmar has been trading for a hefty supply of food, weapons, and medicine. It seems that in the past, they used to receive some canned knowledge as well. This caravan is just one link in their logistics chain. Once in the rainforest, the caravan will exchange the looted goods for Mora, and the funds will then be passed to a specific person. That person will then pack the caravan full of necessary goods, which will then be brought right back to Dakana Lakmar. Wait, why is there no Mora value recorded for the final transaction? No value? Yeah, every transaction before the last one was marked with an exact amount of Mora, but the final one, where they paid for everything to be brought back to the desert, was simply marked as delivered. Может, они отдали за товар всю мору, которую выручили? Perhaps. But they couldn't have known how much they would make off selling the loot. Do they not care about profit margins at all? Anyway, the next part's the records of the goods themselves. There are a lot of entries. Everything was probably sourced from the rainforest. Huh? What's wrong? Shazamon Homayani? Homayani? You mean Dunyarzad's family? Could it just be another family with the same last name? I'd be surprised to find someone with the exact same first and last name. Shazamon Homayani is Dunyarzad's father, and the head of the Homayani family. Just what the heck is going on here? Так, спокойно, давайте как I'm следует sorry. обдумаем. You're right. I'll consider what we found and not jump to conclusions just yet. But what this piece of paper confirms is that the Homayani family has been providing goods to Dakana Lakmar. What if the Homayanis have been kept in the dark and don't know they've been trading with Dakana Akhmar? That's a possibility, but if that was the case, why is this caravan specifically named Shazamon as their person of contact? They could have just as easily bought goods such as food and medicine directly from Caravan Rebat or Port Ormos. Если Шахзаману все известно, значит, все это время он снабжал отряд твоего отца. Yeah, funding violence and looting. The brigade gets the goods, and he is paid the proceeds from the sale of the loot. But why would he do something like this? It's not like the Homayanis are in need of money. I honestly have no idea. I've been to their estate many times, and I've never noticed anything suspicious. The only potentially large expenditure I could think of would be the treatment costs for Dunyarzad's Elazar. Maybe they borrowed a lot of Mora in the past? But that's still just a speculation. I don't think the master would stoop so low to make Mora. Думаю, Dunyarzada ничего не You're знает. probably right. I know my lady's personality, and she wouldn't deliberately keep something like this from us. But what should we do now? All we found is just another mystery. Если мы хотим узнать, что происходит, обратного пути нет. If you ask me, we already have no choice but to confront her about this. I'm not worried. It's too early to make a verdict yet. I still have faith in the Homayanis.
Let's go find my lady again. We'll tell her everything and see if she's willing to lend us her support. If we're lucky, we can not only figure out the mystery of this paper, but also follow the trail of breadcrumbs to the people responsible at Dakan al-Akmar. Dia, are you sure this is the best decision? What if instead of getting the help we Музыка, need, кстати, we прикольно just end играет. up revealing everything we've discovered to the enemy? I've considered that possibility. But even still, I want to tell her what we found. I think I owe her that much. True friendship is built on trust. She showed genuine concern for me when we first brought up the topic. I can't repay her kindness with doubt and suspicion. That's not how I deal with people. You're right. Paimon wants to trust Dunyarzad too. Надеюсь, мы сможем ей Yeah. помочь. Let's pay another visit to Sumeru City. Ну, такое, конечно. Темп повествования, конечно, не особо радует. Но не скажу, что история совсем уж не интересная. We're back, my lady. Oh, you're back a lot sooner than I expected. You mustn't have run into any trouble then. Well, how did it go? What did you come up with? Actually, we are still investigating. It's just that we've discovered something strange. I see. The clues you found have led you back here, in the city? Не Something только- like that. Yeah. You all look a little dispirited. Whatever you found must not have been very encouraging after all. Why don't you discuss it with me? Maybe I'll be able to say something to cheer you up? It's okay, my lady. It's not so much about me being upset with my father or anything like that. How should I put this? So something Она разочарована не в своем отце, а в твоем отце, блин. Чё? Paimon have been uncharacteristically quiet. Чё так сложно сказать-то, Paimon ёпрст. would have already waved to me with a smile and shouted, Dunyarzad, we're back! So tell me, what happened? Well? My lady, please prepare yourself for what we're going to tell you next. It concerns the Master. The Master? You mean my father? Okay, I understand. Don't worry about me. I'll listen as attentively as I can. Мне нравится, как переводчики решили не заморачиваться с этой фразой. My Что, father. типа, глава, типа, моего дома, типа, да, это моего отца ты имеешь в виду? И они просто перевели как отца? Сука. Офигенно, на самом деле. Может, конечно, в этом, в английском переводе добавили, но все равно смешно. Случайно, да, на вероятность... I can't help but agree with the traveler. Huh? You mean you feel the same way, Dunyarzad? Thank you for sharing all this information with me. Since you've told me everything you know, I should also tell you about some doubts that I've been harboring for quite a while. In the past, I thought that my father hired a bodyguard for me so that I wouldn't run away and get lost. However, there are plenty of capable mercenaries in the Corps of 30. Why did my father go out of his way to hire Dia? About that. Well, the Homayanis really needed bodyguards, so they reached out to the Blazing Beasts. Later, the Master told me that I was one of the best mercenaries he'd ever seen, and that I should stick around to become one of his bodyguards. He offered me a pile of Mora, so I just signed on. Well, but that didn't really answer my question. Just think about it. Why did my father specifically reach out to the Blazing Beasts? Maybe the Corps of 30 just didn't have anyone available, or maybe someone recommended us. I've never given it too much thought. I think I get what you're saying. You'd think none of this was a coincidence. Precisely. At first glance, nothing seemed strange or out of place. But
there are many parts of the story that don't actually make any sense. If my father had always been in contact with the Khan al-Akmar, then it would make sense for him to bring Dia into our house. You mean the goal all along was to get Dia to be your bodyguard? No, that's too much of a stretch. I cut all ties with my father a long time ago. He has no control over my life anymore. But that still doesn't rule out the possibility that your father has still been trying to influence your life without you knowing. So, the Master was not likely an innocent victim in all of this? Короче, он Дэю нанял, потому что, типа, как сказать, собственно, чтобы свою дочь, видимо, от этих мерзавцев защитить. Потому что они-то знают Дэю и на что она способна, и, типа, не захотят с ней связываться. Типа, специально было выбрано для этого, видимо, Дэю. Sorry we put all of this on you so suddenly, Dunyarzad. It's okay, Paimon. I should actually be thanking you. Regardless of his reasons, if my father has truly been funding a violent group of mercenaries, then it's my duty to bring him back to reason. But is that really the right thing to do? My father has committed many atrocities and deserves all the punishment that he has coming to him. I have zero sympathy for him. You may call me an ungrateful child, but my feelings will remain the same. However, the Homayani family has treated me with nothing but generosity and kindness. If we decide to investigate this further, we could end up implicating the entire Homayani family. I would be biting the hand that's fed me over all these years. Dia. It's all right, Dia. If anyone were to ask, you could always just say that I'm the one who instructed you to get to the bottom of this. You don't have to do that, my lady. I'm not conflicted because I'm afraid of taking responsibility. Besides, you're the one we should all be worried about right now. Hey, it's still too early to give up hope. What was the thing about friendship again? Дружба строится на доверии. Yeah, trust. You said that yourself, Dia. Besides, there's no point on getting all riled up before we've confirmed all the facts. Если ты доверилась правильному человеку, наверняка он сам сейчас сбит с толку. Thank you, everyone. That makes a lot of sense. I guess I should always remember the trust that I've placed in people. In which case, my lady, could you ask the Master to come out and have a chat with us? Sure thing. I also hope he'll be able to give us a logical explanation. Let's meet at the usual place then. Usual place? Ah, right. Это та самая лавочка, да, где мы. Забавно, короче, да. Самый первый квест, собственно, квест, где мы Thank их you for coming, встретили. sir. Please allow me to introduce these Здесь two. как раз. This is the Traveler, and next to him is his travel companion, Paimon. Ah, yes, my daughter has mentioned them from time to time. It's a privilege to finally meet them in person. But we may skip all the pleasantries for now. What is the important matter you wish to discuss with me today? Well, we wanted to bring this transaction record to your attention. There's something on this record that we're all pretty curious about. So, that's what you found. Huh. Seems like I can't keep everything from you much longer. If you wouldn't mind, we'd like an explanation. Well, it's a long and difficult story. And to be perfectly honest, I'm not sure if I'm doing the right thing. What I do know, though, Dia, is that the truth will bring you no solace. If anything, it will likely cause you a great amount of anguish. Wait, me? Yes, I understand perfectly why you came to see me. And I am touched by your collective commitment to do the right thing. But knowledge always comes at a price. And sometimes, as they say,
Ignorance is bliss. Your father, Kusela, and I both believed that. Of course, you have the right to seek and learn the truth, but I must warn you. The facts of this matter may reduce everything you've built for yourself into sand, blowing in the wind. If you must proceed, then Kusela's heartfelt efforts will also fade into the wind like a fleeting mirage. His heartfelt efforts? I'm sorry, sir, but I'm not sure I follow. I've made it this far in life without a single drop of my father's support. I have my own ideals and ways of looking at the world, as well as people and causes that I've chosen to cherish and fight for. None of these things have anything to do with him. I came here today to support you as the head of the Homiyani family. No warning will change my stance on that. I understand. Then let me tell you a little story. Our family once needed to take a trip to the desert when Dunyarzad was just a baby. Along the way, we were attacked by bandits. They had superior numbers and quickly overpowered our bodyguards. When all seemed lost, a group of passerby Eremites lent us their support. Those Eremites were Kusela's brigade, Dekan al-Ahmar. Kusela's men told me that the attackers were Eremite mercenaries, just like themselves. I was shocked. Why would Dekan al-Ahmar go so far to save us and not spare the fellow Eremites? Kusela was grinning and walked over to play with baby Dunyarzad. She was startled by his unfamiliar face and nearly started crying. Really? I never knew. He said that he had no particular reason to help us. He just took pity on us because he had a daughter about the same age. We started talking about our children, and I sensed that he was a devoted father. To repay his kindness, I hired his brigade to help out at our estate for a time, and offered everyone generous remuneration. So, that's what happened. It was many years before I saw him again. I almost didn't recognize him the next time he came knocking on my door. The man I knew to be strong and healthy had been reduced to a shell of himself. He couldn't even walk anymore without his cane. So, what happened to him? He was perfectly fine when I left the brigade. I'm not too sure myself. The only thing that didn't change was his cheery disposition. He said there was absolutely nothing to worry about and that he had gotten into a fight. That was all. He then suddenly asked me if Dunyarzad, now that she had grown, would need a bodyguard of her own. At the time, Dunyarzad was going through a particularly severe bout of her Elazar. There was no need for her to have a bodyguard when she could barely leave the house. But he kept coming back to the topic. Come on, it never hurts to be safe. How do you know a bodyguard won't come in handy one day? I was completely lost at first, until he recommended the Blazing Beasts, and in particular, a mercenary named Dia. So he was the one who recommended Dia to you. Indeed. He didn't say it out loud, but it was clear that he saw Deshret's relics as an evil group who would eventually corrupt every member in their ranks. He was already beyond redemption, but he hoped that he would be able to detach his daughter from the vicious world of mercenary life. If Dia could stay in my house and keep working as a bodyguard, then gradually her affinity for the desert would decrease, and she'd be able to leave her previous life behind. And that's why you offered her such generous compensation? Yes, but not just because of that. From the moment that he asked me for that favor, I also began to see Dia as my own daughter. And that's also why I tried to persuade you to stay when you asked for permission to leave. I was willing to spend however much it took. Kusela saved my daughter and I all those years ago in the desert. I could never refuse him entrusting his daughter to me. He was always like that, acting like he's oh so smart and self-righteous. Kusela said that he'd reimburse me for a portion of Dia's fees. I refused to take any mora from him, but he'd always send me funds anyway.
Eventually, I just accepted them as a token of his gratitude. And that went on for a while until I received another letter from him a few years ago. The letter contained a request to help him buy food, weapons, medicine, and even explosive materials. Wait! Isn't that around the time that Deccan al-Ahmar started becoming more aggressive? That's right. When I started to hear some nasty rumors, I became wary. I wanted to meet him face to face to discuss things. But by then, he was no longer receptive to my requests to talk. If I had to guess, it's probably because he doesn't want to put Dia at risk. Что-то мне подсказывает, что там этого отца, да и уже нет вообще. Это, собственно, люди себя выдают за него. Тогда ему не следовало обращаться к дому Хамаяни за помощью в закупке. That thought occurred to me as well. I figured that he probably came to me for help because he had nobody else to turn to. After some deliberation, I decided to send him some food and medicine. I turned down all his requests for explosives and weaponry. I am aware that even such a reduced gesture of support could lead to others coming to harm, but I could not simply reject his plea for help. In the end, it probably was the wrong decision. I plugged my ears to the rumors and just chose a solution that made me feel least guilty about myself. If you can, please tell me where he is now. None of the things he's doing right now make any sense if he's just trying to keep me from getting tangled up in his world. If all he wants to do is steer clear of me, then maybe he shouldn't have brought me into this world in the first place. Oh no. Dia, please don't feel that way. I'm just angry because I can't wrap my head around any of his actions. Может, есть и другое объяснение, собственно, которое я уже сказал, только что предположил. Another way? I don't know. I knew him, and he was nothing more than a childish brute. I can't understand what's going through his head. But I guess... Да говорю, его там уже нет, он уже 50 лет назад помер, наверное. We still need to figure out his exact actions and reasoning for these last few years. I'll do my best Если to help. этот говорит, что последний раз, когда я его видел, когда там это было, блин, 10 лет назад, он уже был жутко слабым и передвигался с помощью палочки, блин. Outside of supplying his brigade with some goods, I tried my трости, best да. to avoid Ну, getting блин. involved any further with him. Очевидно, что он уже There's a помереть man on the list давным-давно named мог. Jawed. He used to be a mercenary in the desert and is now a member of the Corps of 30. He's responsible for supplying weapons and liaising with the Deccan al-Ahmar's merchant caravan. I think he should know Kusela's whereabouts. I've heard that he likes to have a few drinks alone and enjoy the cool wind at night outside the tavern. Maybe you'll be able to find him there. Understood. Thank you, sir. Then I guess this is bye for now, unless... I'll stay and be with my father here. To be honest, I'm still a little dazed and haven't finished processing everything quite yet. My father has indeed done something wrong, but if I think about it, I'm also not sure if there was a right way to handle this problem. I feel like our only course of action is to turn everything we know over to the Corps of 30 and let them render judgment. Yes. I am prepared to accept whatever verdict they choose. It's time to face my mistakes. Вечером найдите наемника у кого-то. Ну почему нельзя было опять перемотать? Ну один раз уже перемотали. Почему каждый раз это делать нельзя? Ну вот что это за прикол такой? Типа ты такой сюда приходишь, и тут включается кат-сценка, как персонаж там садится где-нибудь за столик, и потом камера уходит на небо, время перематывается, камера обратно на столик с персонажем возвращается. Все, блин, элементарно. Почему опять не сделать это было? Ну, блин, какая глупость. Вечера дождетесь. Почему каждый раз нельзя, говорю, сделать это автоматически? Один раз сделали, потом решили не делать. Ну, это не вечер? То, что сейчас
Обычно вечер после заката. Вот он появился. Дойти надо было просто. Huh? Who are you guys? Мне I кажется, know what you've been up to. да и очень легко узнать. To violent brigades in the desert while working for the Corps. Pretty bold, if you ask me. Shh. Keep your voice down. How do you know all that? Come with me. We should take this elsewhere. I'll be happy to talk things over once we're somewhere private. This place should do. All right. Back to my question. How did you all know about me? Don't worry about that for now. You know what kind of punishment you'll face once we report you to the Corps, I assume. Wait. There's no need to jump the gun. Let's talk this out. What are your terms? So what's in it for you anyway, Mora? Well, I was a little tight on money at the time, and Kusela took good care of me in the past. I waited in my mind, and I couldn't find a reason to... Ну вот и да, они все про этого Кусайли говорят, что он клевый чел, типа. А тут внезапно он решил купить оружие. Ну, короче. If you provide some help for us, then we might just put in a good word later to reduce the terms of your punishment. Hey, why don't we discuss this a little first? Listen, I made quite a bit of more from my last run. You just give me a number, and I'm sure we can... Shut it. My patience is running out. You should know when a mercenary is after something other than money. All right, sheesh. But you gotta promise you'll put in some nice words for me later. They're always on the move. Here's the spot they were at the last time I made my delivery to the desert. Feel free to go have a look. I'm just telling you, though, it's not on me if they're not there anymore. Sure. And then you can forget about any nice words from us. Hey, come on. Now you're just being unreasonable. Really? And how do I know you're not leading us straight into a trap? Don't forget, you're the one with no bargaining chips. All right, I get it. Why don't you go take a look, and if they're not there anymore, I'll try to figure out something else for y'all. Now that's more like it. Let's move. Намного лучший вариант. Stick around the city until we get back. Как будто это отменяет возможность того, что там будет ловушка. Drag you back to the city. Да, смешно, конечно. Stay close. No going off on your own. The desert doesn't take prisoners. Я уже думал, это квест, она говорит, а это ее просто обычная фраза. Seems like we're in luck. That should be their camp right up ahead. Let's go. We'll finally get to the bottom of this ourselves. I'm here to see Kusela. Tell him to get out here. Dear, why are you here? The birds come! Let me scribe. Everybody stand back. А где враги? Никого не вижу. Let's get it on. И вот, блин, энергия вообще не генерируется. Что это такое? So are you also here to stop us? Ах. Stay out of this. It's got nothing to do with you. Мне кажется, кстати, они сдохнут быстрее, чем я смогу зарядить Ultimate Day в очередной раз. Let's light it up.
You asked for it. Эх. Я хотел, блин, проверить этот билд, да и Just bring не Kusela to me. сдохли There's слишком no use быстро. hiding him anymore. Did you understand a single word I just said? Or do I need to bash your skull in some more? All right, everyone, let's all just calm down for a second. Dia, the boss can't come out and see you anymore. He died a long time ago. Я говорил об этом еще полчаса назад. Seems like you've been out of the loop for a while. Guess that's for the best, though. At least, that's what the old man wanted. When did he die? What happened to him? A few years ago, Kusela broke up Dakan al-Ahmar and went to the Deshret's Relics headquarters by himself. So is that when you guys started acting up? We would prefer to call it taking revenge. Every last person in Deshret's Relics must pay in blood for what they did. Значит, за месяц. Let me start from the beginning. Dia, do you know how the head of the Relics maintained order internally? Overwhelming strength and unquestionable authority? Those were a part of it, yes. But just those on their own weren't enough. They had another tool at their disposal. They called it a person's record. Regardless of whether they joined by their own will or were coerced, every person in Deshret's Relics were forced to leave a record of themselves at headquarters. Whether it be their deepest sin, some unforgivable act, or their most immoral exploit, the record served both as a symbol of loyalty and the perfect material for blackmail. Неужели Кусал был уверен, что ему не уйти от прошлого? That's precisely it. Every one of us have a record. Me, Bashar, Tikriti, and all the boys who grew up with Dia and ended up joining our ranks. But you, Dia, you were never asked to provide a record, were you? I never even knew this was a requirement. You were probably the only person in all of Deshret's Relics who didn't know about it. Ever since you were born, Boss had been trying to shield you from this organization's sinister rules. Not only that, but he also banned all of us from committing any nefarious acts. He said he'd take care of the dues we had to pay regularly to headquarters. But in the end, he was just an ordinary person. What could he do? He was forced to go to headquarters again and again to account for missed dues and incomplete records. He'd come up with all kinds of excuses and get beaten up as a result. We all knew he was doing that for you. He wanted to get you out of this world, no matter what it took. And that's why he became a shell of himself and couldn't walk without a cane. Wait, but that doesn't make any sense. I didn't know about any of this, and I'd never seen him get injured or beaten. Because you were too young at the time. How would you ever tell between wounds from a beating and wounds from battle? When you left home after that final argument with him, he seemed to age by a decade overnight. Even his hair went gray. So, even the blazing beasts were... Yep. It was all his doing. Had he not arranged them to come to you, you probably would have been reduced to a pulp before you ever left the desert. A few years ago, Boss said he needed to make another trip to headquarters. He was already pretty weak then, and we all assumed he was going to get beaten again. I suggested that he hand the role of leadership over to me, but he said there was no longer any need, since the Khan al-Ahmar would soon be no more. His words made no sense to me, but that night, we heard that a massive fire tore through headquarters and razed everyone's records to ash. Everyone gained their freedom that night. Many members fled, not just from our ranks, but from the other brigades as well. But how could we leave with a clear conscience? All of us who knew exactly what had happened. The boss can't have just died for nothing. Those heartless jerks at headquarters took him from us. From that point on, the sole purpose of Dakan al-Ahmar became revenge. The big fire that Boss started was quite a blow to headquarters strength.
It's given us the opportunity to launch our attack. Я не понимаю их мотивации, что-то We вообще. vowed to see our revenge through to the very end. Но от ваших нарядов пострадали не только члены религии. There were people from headquarters who changed their names and went into hiding. Some fled to other brigades, and others escaped to the rainforest. But we won't let any of them escape our wrath. They'll all pay for what they've done. We've suffered plenty of Жесть они losses as тупые, well. конечно. To keep going, we need an enormous amount of supplies, from food and medicine to weaponry and explosives. All we can do is exchange our loot from Mora, and then use that to get supplies. We forged Boss's handwriting and sent out many letters to his former friends. Блин, из того, что я вижу, то что чел пожертвовал собой, чтобы освободить этих чуваков, но вместо этого они решили за него начать мстить, и на себя еще хуже, короче, собрали досье в итоге. То есть, ну, то есть еще больше всякой херни натворили, чем до этого. Paimon doesn't know what to say anymore. Это такой бред, это просто капец. Они жесть какие тупорылые. Ну, это насколько я понял. Может, я тупой, может, я квеста не понял. Может, у них есть реально какая-то адекватная мотивация. Но он сказал, типа, все, типа, отряда больше нету. Типа, чуваки, расходитесь по домам, занимайтесь, занимайтесь честной работой. Вас уже никто шантажировать не будет. Типа, на вас больше нету досье за ваши проступки там и так далее. То есть, по сути, он освободил их, но они вместо этого решили еще больше херней начать заниматься, типа, мстить. Не знаю, короче, это какой-то идиотизм. Начать насилием на насилием, только умножать ошибки. Знаете, сколько преступлений лежит на вашей совести? We Про do know насилие right лучше from wrong, скажи. but we were sinners. Какая from там the very beginning. совесть? We do not deserve the freedom that the boss won for us with his life. Boss always loved his old-fashioned hero stories. Those tales about sacrificing yourself to save the world. We used to always laugh at him for it. But in the end, he really went and lived those stories out himself. Да, поэтому вы решили придать I never его considered памяти myself a и hero. We're all the lowest of стать the еще low. хуже, чем были. We have no right to even imagine such an existence. But maybe those hero stories he liked foreshadowed everything that was to come. The spirit of the hero touched all those he had saved, and more people joined his cause. Maybe we were all just acting along with the play in the beginning. But as we acted the parts and recited the lines, we were drawn in. And now, we want to see the story through to the end. I'm sorry, Dia. I know you always found us insufferable ever since you were young. Just think of this as a madman ranting. I'll go with you. Huh? Dia? You wanna go with Ща, them? блин. I grew up with these guys, and I know they're not bad people. It's just that some situations get so bad that it's difficult to tell good from evil. All I know is that Deshret's relics must be destroyed. Furthermore, I want to go see the place for myself. I want to know if my father is still there. I know you don't want to get involved in this, so there's no need for you to tag along. I can do this on my own. Я на твоей стороне. Я дал слово. Yeah. Paimon feels like we'd only Поэтому, regret it if да. we don't see this through to Мне the end. придется до конца уже эту историю пройти. Thank you. We'll be a lot Раз уж я stronger together with подписался, не время сворачивать. I bet Boss would lose his mind if he ever knew you'd join us at the very last moment like this. Considering all the losses and injuries we На sustained, говорю, это we can't afford to turn down someone as вообще бред powerful as you. какой-то. He can think whatever he wants. But the fact is, I owe him this much. Да. Конечно,
Я не знаю, я в шоке с этой тупости. Чел специально уничтожил все улики, за счет которых, собственно, его отряд заставляли заниматься всякой херней, да? То есть, для того, чтобы освободить их. Он еще пожертвовал собой при этом. Но вместо того, чтобы сказать спасибо там и как это... Вспоминать его добрым словом просто, да, допустим, и начать нормальную жизнь. Вместо этого они решили наделать еще больше всяких глупостей и отомстить за него. Ну, короче, я не знаю, это бред. Идея туда же. Тоже просто капец. Не специально настолько тупую историю придумали. Should be. I don't think they have enough manpower left to post guards and defend their perimeters. Найти в убежище. Электро. Дендро. Да пофиг. Ну электро типа для этих чел. Да насрать, там казуха есть. Ниже рекомендуем. Ну да, УД 70 уровень. Wow. Paimon didn't expect it to look like this on the inside. They should all be holed up in here. Руины уже. Don't know how many people they've got left, though. Who cares? We'll round up all of them. Still, we should be careful. Even if they've only got one shot left, it could still take us out. Я чисто был в таких передрягах. We'll know what they're really capable of once we've landed some hits on them. Deshret's relics may have been a force to be reckoned with before, but their name means nothing now. Yeah, they don't stand a chance with you here. I'll take the lead. I've been here once before. А зачем мне Дендро и Электро здесь? Вот мне интересно. Просто жесть. Сколько же ей нужно энергии реально для ультимейта? У нее что, вообще 0 регена, да? Типа они сделали пробного персонажа. 135 восстановок. 135 восстановок. Конечно же, этого хватит. Все же их с собой носят, блин, по 4 повония в отряде, блин. Чисто для того, чтобы одного персонажа зарядить, блин, ультимейт. Ну да, именно так это и работает. Ну, такая бредятина. Ну просто, за что они так ненавидят Дэю? Они сейчас сдохнут чисто от этих. Ну да, чел просто в таком конце карты. Ну, кстати, она не больше дэмэдж наносит, чем у Дэя моя 70 уровня, что самое смешное. Ну, он ушел просто из круга и энергии больше не дается. О, наконец-то урон 25 тысяч. Это ненадолго. Там всего пара вейп-тычек было с этим. Как он называется? Мон, этот пузырь, который... Фантазм. Wait, they were charging ahead without
You guys okay? It seems like we just got trapped in here. Don't think we triggered anything else. Watch out, the enemy's coming from ahead. Well, now that things have come to this, seems we'll have to fight our way through. Don't worry about us. We knew something like this could happen. Go and take a look around. There could still be another way through. Let's go! We can't let the boss down! Let's check if there's another way. The sooner we can make it through to help them, the better. Ну, там вот загадку как-то решить надо будет. Let's see. Я так смотрю. I think I see a way through over there, but it's being blocked by something. Я Let's try our я luck with раньше that увидел. mechanism. Okay, let's go. Кстати, а сундуки-то есть какие-нибудь? Мало ли. Вроде я вчера говорил, что они сделали так, что теперь сундуки всегда на видном месте, но не факт. Это всегда и везде это так, потому что разные люди могут разные уровни делать. Иногда это даже слишком сильно заметно. Так, вы чё, это? Так, чтобы сигнал мог быть успешно принят. А чем он должен быть принят? Разве это не оно? Или теперь... А, цвет надо просто сменить, я помню. Вот это загадка, конечно, да. Сложная загадка. Delved into destiny. Мне кажется, или сейчас ни одной координированной атаки не было, вот этой, которая совместно. Пока была ешка Моны, ни одной совместной атаки, по-моему, не прошло. Another mechanism like the one before, but this one's being blocked off in the middle. We just need to adjust it a little. Очень сложная загадка была, конечно. Так, это ниже. А там сразу оно попало туда, куда надо. А, там не надо было никуда попадать, окей. Let's light it up! Teamwork is dreamwork! One with nature. Buckle up! Gloves off! 18 000. Нормально, кстати. Это без казухи. Или нет, с казухой. Ну, да, я их стянул. Ладно. Не важно. Короче, какая-то механика, походу, еще дополнительная, да, с этой ешкой. Что ее, типа, можешь переместить или что-нибудь? Не, ну я так смотрю, тут, блин, в ДМ-ке-то она и не такой уж плохой дэмэдж выдает. Есть только одна проблема в этом. Что не сигнатурка и C3, блин. Как бы... Ну да, так она лучше, конечно, дэмэдж выдает. Тут даже спорить не о чем. Ай, так. Етить, конечно, этот. Придумали. Хрень какую. Так, ну тут очевидно просто. Ставишь выше и все. Теперь ставишь ниже и меняешь цвет.
Даже не знаю. Ну, видимо, да, надо просто ниже поставить, а там выше, наоборот. Тогда все будет. Теперь просто тут цвет надо поменять. О, босс. Или опять куча бомжей. I wasn't expecting anyone to make it through from the other side. Мешал. As a desert dweller, I suppose we should be used to our folks defying all expectations. Don't waste your breath. You have nowhere to run. Run. Had I wanted to run, I would have fled 1,000 times already. I witnessed the golden age of Deshret's relics. Even if I could leave this place behind, all that awaits me now are endless days of humiliation and ruin. Even now, my brothers and I still believe in one thing. The greatest should never live to remember their fall. So you want to go out in a blaze of glory? Let us draw our weapons! We will show them the true power King Deshret bestowed upon his followers. They are but two, while we hold within ourselves the entirety of the relic's glory. Чего, блин? Wave one, charge! Че этот поехавший вообще несет? Кто-нибудь понял? Shadows of fate. Чё он? You're dead meat. I'll be back. Don't think that you've won. We're just getting started. Everybody stand back. Written in the stars. Delved into fallen leaves. Adorn my night into the wind. You are King Deshret will not abandon any one of his followers. Regret. Teamwork is dreamwork. One with nature. Brothers! This is where we prove our faith. Do you all just want to die? None of us plan to leave this place alive! Dead meat. But we'll meet again. Да они уже сдохли все, блин. The commander has finally fallen. But they're still coming at us! This place is like a gladiator's ring. They just keep coming no matter how many we beat! Yes! Keep fighting! There's no need to fear, and no need to back down! This is our last stand! Да я бы еще 10 минут дрался, мне Next wave пофиг. comes, try to draw away their attacks. I'm going to see if I can take out that high platform. Get out of my way! Come and face me, Michel! So they've broken through the front as well. Apologies, Lord Michal. They fight like absolute madmen. No matter how much we throw at them, they just keep coming for more. Ну пните его, что ли, хотя бы. И антуражу, что ли, не знаю. So, it would seem like this is the Ай. Time to pay for everything you've done, Michel. You think I would give you that opportunity? I will be. Вообще это так странно выглядит, на самом деле. Вроде такая серьезная тема про негодяев, про убийства и прочее, но при этом даже... Hey, wait! Че это такое? We were too late.
It's over. There's no more need to fight. But if you're still going to cling on to your so-called mercenary's pride, then I'll give you all a good beating as well. Hey, dear! I found the mechanism. I'll get you all back up here right away. Классная озвучка, кстати. Let's go. Да погодите, а сундук-то дайте забрать, ё-моё. Главное, как время перематывать, так сам перематывай. А как сундук забрать, так мы уже идем. Не-не-не-не-не, надо сундук сначала забрать, алё. Потом все остальное. Это ж целых 10 гемов. Да ё. Отлично, кстати. Решил исследовать локацию, называется. Блин, вот реально, им настолько было лень сделать дыру, чтобы, ну, чтобы было видно, что это смертельное падение. Они просто сделали ямку глубиной 2 метра и поставили там триггер. Who are you filthy rats? And why are you always pestering us? You call yourself a member of the infamous Deshret's relics and you still can't even tell who's made it all the way to your headquarters? Who knows what intent a bunch of rats may have? We try to catch a couple, and you all just show up on the other side instead. How are we supposed to figure out what you're after? Hey, have you ever heard of a man by the name of Kusela? Why would I know? It's not like I'm in charge or anything. This is your last chance to talk. Hey, I said I don't know anything. I'm just an average member here. I'm telling the truth. If you're here to find someone, why don't you look through the records yourselves? Who can remember every name and face with so many people coming in and out every day? The irony. His life became a light for so many, yet to others, it wasn't even worth remembering. Where's the records room? Answer me! It's right over there. All the files are in there. You can go through them as much as you want. It's not like any of them still matter anyway. I mean the old records room. The old records room? You mean the one that got burned down? Kusela. Ah, yeah, I remember him now. The guy who could hardly walk. Watch your mouth. That's our boss you're talking about. He was definitely faking it. We all let our guard down as soon as we saw him come hobbling in. But in the short time it supposedly took him to take a dump, he'd already gotten away and started a fire in the records room. He couldn't have possibly outrun us if he wasn't a fraud. And after that, Deshret's relics fell into complete disarray. Stop wasting our time. Every one of us here is perfectly aware of what he had done. Tell me, where is the old records room? It's just over there. Go see it for yourself if it means that much to you. There's nothing left in there but ashes. No human could ever survive that kind of inferno. Хочет его скелет найти, похоронить. Let's go. We'll leave the others here to guard these guys. Spare them no mercy if they try anything. Или она еще надеется, что он сбежал куда-то. Валяется. Не, ну я говорю, конечно, что тут эти драки как-то карикатурно изображены совсем. По-детски. So, this was his final destination. How did he do it? Getting past all the guards with a limp and sneaking in here to start a fire? If he was nimble enough to do that, then he must have been able to get out of here after starting the fire, right? Кто знает. I'm sorry. I know it's just wishful thinking. Let's look around.
Maybe we can find something that's been left behind. Я говорю, разве что скелет мы его можем найти, если он действительно сгорел где-то здесь. А, трость. Is this a cane? It must be the one that Dia's father used. Kusela. Thanks for everything, boss. We're fortunate to somehow find that cane after that fire. Let's split up and look around some more. What if something else has been left behind? But what else could survive a fire like that? Huh? Там записка. Ручка снимается, там записка какая-нибудь. Thought so. Wait! Isn't that the toy sword you played with as a child? The dragon is no more, for Princess Dia has slain it. Its head now hangs above the city gates. Her bravery has brought eternal peace and prosperity to us all. Dia, come on. This is the most important line. You can do it. But Dia, you defeated the dragon. Everyone's waiting for your speech. Still too shy, huh? All right, I'll do it. I hereby proclaim our victory. Evil shall plague us no more. Милая сценка. I hereby proclaim our victory. Evil shall plague us no more, Dad. Получив информацию о случившемся, бригада 30 наконец подключилась к расследованию во имя защиты общественного порядка. Членов что-то привели. Ну, короче. Всех злодеев наказали. Все хорошо. И Пайман угощает. Звук сломался. Don't you remember? You asked Paimon what she would do if she were to wake up tomorrow with loads of money. Окей. And Paimon said that she would get boatloads of tasty snacks. You looked super confused at the time, but said it was an adorable thing to say. These opportunities don't come by often. So today, Paimon's gonna treat you to a special crash course on Paimon's life philosophy. Она редко тратит карманные деньги на друзей. На самом деле, Пайман угощает за мой счет. Hey, this way you get something from the both of us for the price of one. Anyway, the point is that you should eat to your heart's content. You'll feel better for sure once you've gotten something in your tummy. Junior Zad will also be here shortly. She's already heard that we're back. Aw, thanks, you two. Honestly, this is very unlike me. I just had a lot on my mind on our way back, so I didn't know what to say. My chest was filled with all kinds of intense emotions. They just shook me even more than all the feelings we've shared during our previous adventures. But when everything came to an end, those emotions also vanished without a trace, and I was left feeling more empty than ever before. It was as if I'd lost the thing that was most important to me. Все произошло слишком быстро. You're right. To many mercenaries, Mora is the most important thing in the world. But perhaps to us, it's the most worthless thing of all. Idrisi and the others all used to say that they would quit if there was no Mora to be had. But when it came to avenging my father, there was no Mora to be made anywhere. My reality shattered when I found out that the father who always told me hero stories was in fact a bad guy. But look at me now. Am I any different? Despite all my promises about never forgiving him and never trying to understand him, I still went to such lengths to find out the truth.
and nearly even shed tears for his sake. We're hypocrites. All of us. На свои истинные чувства нельзя подвергать сомнению. Yeah, you're right. It's just a Не pity знаю, that что он we пытался often этим сказать, only если честно. recognize our true feelings after it's already too late. You're back! Are all of you alright? Нет, я смертельно ранен и умру через 5 минут. Yeah. Many people from the core Решил поесть напоследок, не знаете? with my dad. Вопрос All we can do опять. now is wait for their verdict. Huh? Dia, you're looking quite down again. Paimon will explain. A lot happened while we were gone. Слушай, рассказ Паймон, Резада разрыдалась. Sorry. I really should have controlled my emotions better. I just... It's all right, my lady. You were hurt by all of this as well. Truth be told, I'm starting to feel a little guilty watching you cry like this. But Dia, your pain must be even worse. You shouldn't need to comfort me. Hey, don't worry about me. If anything, this whole thing has finally shown me the difference between illusion and reality. My father probably thought that people could settle into new lives as long as they moved to a new environment. That thought has even crossed my mind a few times. It's like saying, what's wrong with adapting to a new life? However, there was always something deep within my mind that refused to accept it. This impulse brought me great turmoil, and even made me feel ashamed for turning my back on your father's kindness. But now that I consider it again, it all makes sense. The desert sands are a part of who I am, and I will never be able to lead a peaceful existence. I understand how you feel. That doesn't mean I won't be making any changes to my life, though. As an example, I'm now thinking about taking on some small odd jobs. It's just like Idrisi said. I also want to catch up to my father and become a character in his play. Even if the ending of the story may be childish and ridiculous, it won't really matter. Isn't that neat, though? Oh, you'll be a whole new kind of mercenary, one that's not out for Mora. Why don't we go for a change of scenery once we finish eating? What about stopping by the Grand Bazaar again? Right. You said you wanted to get a rug for your family. We'll come along too. Да, вместе веселее. I can't thank you enough for taking care of me this entire time. Прогуляться. Окей. Блин, я, кстати, все смеюсь над тем, что сигнатурка Дэи это вот эта вот штука. Ну почему? Потому что она чисто под дизайном подходит, и отлично. Она, когда прокачивается, она еще светится красным, типа такое. Короче, да, меч этот подходит ей по дизайну идеально. Ну да, под действием пира, кто находится тут, получает больше урона. Короче, вот это и сет... как там? Шагающего по лаве. И давать. И монопира пачку ее ставить в итоге. Самое прикольное, что у меня тут есть, это даже неплохие куски из этого сета. То есть там сила атаки, например. Я же много, кстати, фармил этой подземелья. У меня осталось несколько кусков с шагающего по лаве тоже. Вот оно. Как бы разные. С мастерством, например, даже есть. Но правда, если монопира, то мастерство-то нафиг и не надо, на самом деле. Тут цветок только один остался, кстати. Восстанова сила атаки, шанс крита. Ну, в принципе, да, все полезное. А вообще, я что-то думал, сидел и думал, могу ли ее в эмблему собрать, или мне мало?
свободных артефактов, эмблем. Вообще есть на самом деле такие вот куски. Ну, кстати, вполне нормально для Дэй, то, что надо. С хпшечкой совсем. Ну, вот это или вот это можно ей дать. Что одно, что другое ей подходит вполне тоже. Ну, то есть я могу ее фулл эмблему запаковать, да? То есть вот это вот на силу атаки поставить. С установой, кстати. С хпшечкой, с шансом крита. Вот головы, по-моему, не будет из этого сета. Там все заняты. Да. Хотя есть что-то на крит урон, правда, да. Но у меня крит шанса тогда не будет совсем. Ну, хотя, да, сигнатурка ее, например. Для этого надо сигнатурку выбить. Сейчас возьму и выбью, короче, с одной круточки такой раз, и все. Ну ладно, не с первой, хорошо, со второй круточки возьму и выбью ее сигнатурку. Опять наврал. Ладно, не важно. Забыли. Oh, this rug here is quite something. The craftsmanship is exquisite, and the fabric is also of high quality. Быстро, кстати, переключились. Hey! Aren't you that mercenary who bit his tongue? You can still talk? Wait, are you here to take revenge on us? What are you talking about? Do I look like I could take you all in a fight? I just came here to give you something. I'll be on my way to give myself up to the Corps after this. Once I woke up, I hurried to the Khan al-Ahmar's camp, hoping to alert them to your presence. But when I got there, I found no one except the members who were still too injured to move. Ah, so you probably got there after us. Yeah, they told me that they had exacted their revenge, and everyone had turned themselves in to the authorities. Even that last camp was not going to last for much longer. I had joined the cause to repay an old favor from Kusela. Now that everyone's already turned themselves in, I might as well do the same. One of the injured members gave me a box to me and told me that it contained some of the old man's last possessions. Everything left in the camp will get confiscated, so I figured I should get this to you before the Corps could get their hands on it. Thank you. No worries. We are all just living our own truths. There's no need to comment or judge anyone for it. So this box contains everything that Dia's father left behind. Huh. It feels lighter than expected. Well, back in the day, the first thing he did with any Mora was spend it on things like drinks and meat. But let's see what's inside. What's this? It's just a bunch of junk. Ugh, it kinda stinks. Perhaps it's just been left unopened for too long. A handwritten copy of a storybook. The paper's already yellowed, and it looks like it's about to fall apart. It was against the Academia's rules to possess books for personal use. If he was going to break that rule, he could have at least copied something useful. That probably means this was really important to him. Ah, and here are a few bags of children's snacks. The packaging's completely deteriorated. Maybe that's where the smell was coming from. Did he get those for you? Yeah, but here's the thing, though. Even when I was a child, I was never a fan of these kinds of snacks. He'd always say that he got them for me, but in the end, he always ate more than I ever did. Who even leaves snacks in a box like this anyway? Isn't that just common sense? Forget it. Let me see what else is in here. A razor, some buttons, some round iron tiles, a wooden toy puppet, a wool scarf, which from the looks of it probably belonged to a woman, and a hair clip? Why are these things here? I'm suddenly feeling a little scared. I'm sorry, my lady, but this is just the kind of man he was. He probably saw this box as some kind of personal trash heap and dumped any and everything in there.
1, no, 2 empty liquor bottles. Tell me, you guys, are these the kinds of things that a normal person would leave behind? Ты непредсказуемый человек. There's something in the bottle. Oh, you're right. All right, I got it out. It seems to be a piece of paper with some writing on it. The bottom part's all damaged from moisture, though. Let's hope the writing didn't smudge. I was suddenly seized with an urge to write a letter after finishing this bottle. I just folded it up and left it in the bottle, though. If I end up forgetting about it, it won't really matter. To Dia. It's a letter for me? Лучше читай про себя. It's all right. I'll just read it out. If he went to the trouble of writing a letter, there must have been some important things that he wanted to say. Or at least record down. My condition's becoming worse and worse. Can't even walk without a cane anymore, much less go out and have fun. Guess I don't have many days left. If you're reading this letter, then I suppose I'm already long gone. You were adorable as a baby. Everyone loved you. And regardless of whether you were crying or laughing, everyone enjoyed having you in the group. But once you grew a bit older, you were no longer nearly as happy or cute. It's probably Idrisi's fault. He was never up to any good. Can you believe this guy? He can point the finger at himself. Anyway, back to the point. To summarize, I'm writing this so you would know not to feel sad for me, even if you end up finding out the truth. The reason being that I was never your father to begin with. Wait, what? Surely, Этот поворот. he must be joking, right? I don't know. I was quite formidable when I was young, and 100 times cooler than some so-called flame main. Really felt like the whole world was under my feet. With just a teeny tiny bit of effort, I felt I could rule over the entire desert. But as fate would have it, I went out into the desert for a drink one day and discovered a baby in the sands. It was you. You were just lying there, small and helpless. You were so tiny that if the wind blew for just a little while longer, you would have been buried forever. But your cries were so loud they made my head hurt. Now that I think of it, you really were a bundle of energy. Sounds like he's serious. I told Idrisi and the others that I had slipped up with a woman while out and about. None of them even doubted me. I'm sorry that I had to lie to them for so long, but I really had no other choice. I was their most esteemed leader, after all. It's not like I could just tell them that I suddenly wanted to play at being a father. At this rate, I'll puke up all the liquor I just drank from this bottle. Anyway, Dia, you possess the kind of freedom and kindness that we could only dream of. As far as how you should live your life, that'll be up to you to decide. That's the end of the letter. In the end, he was still thinking of me as a little child. Я еще вначале что-то подумал о том, что как такое может быть, что типа чел не знает, кто мать его ребенка, типа как это вообще возможно? Если с отцом там сложнее, да, с матерью-то как можно ошибиться? Ну, собственно, да, вот почему. Рассказали все-таки. Да, ничего плохого в этом нет. I would have suffocated under the sand a long time ago. He was a good father to you. The fact that he wasn't a blood relative doesn't change that. Yeah. It's just a pity that we had to learn the truth of everything like this. Do you already have some ideas about the decision that he wanted you to make? I do. If he first found me alone in the sands, then I want to try my hand at finding the person who abandoned me. I just have one wish. To tell them a story. That there once existed a childish and foolish jerk with a heart of gold.
and that only under his care was I able to grow and mature into the person I am today. If you end up finding any leads, can you share them with us? We go on adventures all the time. Maybe we'll be able to find some information for you. Sure, I appreciate it. I wasn't expecting you to be so enthusiastic. Не хочется, чтобы его усилия пропали даром. I'll help too. Thank you. All of you. Thank you so much. My life has certainly had its twists and turns, but I've always considered myself lucky. Because no matter where I've gone, I've always been surrounded by incredible kindness. Вот и все. И мы больше никогда не узнаем продолжение этой истории. Нашлали на своих настоящих родителей. Потому что больше никогда не будет квестов с Дэхьи. Блин, я говорил, кстати, про баг, когда звук пропадает. Вот он, уже второй раз, кстати. Почему это происходит? Мне непонятно. Так, а вообще, я, собственно, что я хотел, я посмотрел эмблему, я могу собрать эмблему, что самое смешное. Я хочу потестить, вдруг реально эмблема лучше будет, чем вот эти 2+2. Но тут, мне кажется, у меня статки чуть получше в этом 2+2, в этой сборке. Там хп, кстати, больше будет. Не знаю. В общем, надо посмотреть, что выйдет из этого. Оружие, правда, тоже придется сменить. Как раз на БПшку, которая пассивка не работает. Нам просто придется ради крит шанс его поставить. Потому что у меня нет шлема на крит шанс. Из этого сета. Let's light it up! I'm ready. I'm going in! Delves into death. Gloves off! Так, 11 тысяч. 20 была тычка, видимо, с вейпом. Into the wind. Written in the stars. Пузырь лопнул, и все. У нас Анори тоже лопнул. Так, окей. Допустим. Сет на эмблему. Где эмблема? Почему я эмблему не вижу в этом списке? А, вот. Кубок будет тот же. Это я стырю у Фарузан. Но ей все равно не надо. Так. Ты, наверное, Яо-Яо стырь. Мне больше нравится это. Тут даже стырить ни у кого не надо. Надо просто выбрать вот это. И все, у него теперь фулл эмблема. Мало шансов крита. Естественно. Ну, кстати, атаки столько же, хп чуть больше, мастерства меньше. Ну, крит шанс сейчас пофикшн, говорю, пушкой другой.
Что в итоге будет, интересно? 64 на 140, 156, 46. Восстановы мало, конечно, все равно. Хоть и эмблема. Все равно мало. Приступим. As one with wind and cloud. Shadows of fate. You asked for it. Ну, кстати, побольше дэмэдж, там по 12 тысяч было. С эмблемой все-таки лучше. Даже при том, что характеристики немногим лучше. Больше крит урона, но при этом... Самое главное, что при этом меньше мастерства, но это не играет никакой роли, потому что она не может вейпить вообще никак. Птички ее. Все равно не вейпится 90% времени. Let's live decided by destiny. Shadows of Clouds high. The birds come. gloves off. Ну, те же самые, кстати, 11 тысяч. Да, те же самые, по сути. Let's get it on. Delve into destiny. Everybody stand back. One strike suffice. Shadows of fate. Buckle up. Hi. Hi. Let's get it on. Да, разницы нет никакой. Хотя и крит урона больше, все равно. Ну, тут, да, статки, конечно, тоже далеко не самые лучшие. Так, а что тут было, я уже забыл. А это я ни у кого не тырил. Тут я что тырил? У Фарузан. Да, вот это. Тут тоже я просто взял эту фигню. Что у меня было? У меня 2+2 был. Там у меня была голова из этого. Накрыть шанс. Да, вот это вот. Хотя вот это, кстати, поинтереснее, наверное, будет, да? Можно, например, в инфе стырить. Крит урон, восстановы больше. ХП почти столько же дает, кстати. Так что, да. Можно стырить и, соответственно, цветок гладиаторский. Который у меня... Вот этот, очевидно, тут хорошие статки. 247 мастерства, 20 тысяч хп. Ну, на 94. На 127. Кстати, чуть больше. И регена чуть больше. Я поменял, получается, голову всего-навсего. Чуть больше регена стало. Чуть больше крит урона стало. Я говорю, блин, вот
ощущения ровно те же, что вот когда я играю за Ноэль. Потому что ей не хватает энергии. Вся команда работает, чтобы собрать ей ультимейт, чтобы она хоть какой-то дэмэдж выдала. Но весь прикол в том, что Ноэль еще щит имеет и хилит всю команду сразу. Into the wind. I'm going in! Let's light it up! Fate is upon you. You're dead meat! Да, чел просто стоит и блочит. А чё бы и нет, да. Нормально. Ты хочешь посмотреть дэмэдж? Да пошел ты нахер, блин. Смотреть дэмэдж он вздумал, блин. Че это за... Я говорю, просто конченые люди делают такое дерьмо. Это не люди даже, это просто мрази. Люди долго просили же у них, чтобы они сделали, да, какой-то возможность, да, тестировать своих персонажей. Вот они сделали этого чела, который просто стоит в блоке, блин, 90% времени просто. Потому что... Fallen leaves, adorn my night into the wind. Teamwork is dreamwork! Written in the stars. Shadows of... Gloves off! О, 15 тысяч. Каждая тысячка. Нифига себе. Но опять же, говорю, все равно то же самое, что с Ноэль. Вот, блин. Почему я так говорю? Вот я сейчас я вам покажу то же самое, потому что получается с этой командой. Ноэль, кстати, стаки эти работают. Сейчас я посмотрю, что у нас с статками. Да, все хорошо. 161, 67. А, восстановок что-то нет. Я что-то пересобирал, да, походу. Что у него восстановок сейчас вообще 0. Ну вот, как бы, да, то есть целый сетап делаешь для того, чтобы Ноэль там выдавала по 18-20 тысяч дэмэджа. И все равно у него нет энергии, блин, чтобы бахать сейчас. Говорю, та же самая история, что с Дэей. 2 фавония, кстати, в команде, если что. Гора фавони и Энджин тоже фавони. Но, да. Короче, ровно такая же ситуация. Мейн DPS Ноэль. То же самое и с Дэй, которая 5-звездочный. Почему-то персонаж по какой-то нелепой случайности. Все, короче. На сегодня, пожалуй, хватит. Так, ну можно, кстати, на самом деле даже еще пофармить. Я пофармлю, наверное, еще босса для Дэи. Так уж и быть, потрачу смолу. Слабую смолу.
Все-таки вот, не знаю, мне нравится ДЭ все равно. То есть, да, дэмэджа нету, очень плохо сделанный персонаж, но сам дизайн, само вот эти тычки, все это прикольно так выглядит. Играется так прикольно на самом деле, что оно, в принципе, того стоит. Я говорю, оно стоит только в одном случае. Есть задача проходить бездну, и бездна без нее, в принципе, проходится и так. Поэтому да. Если нет задачи проходить бездну, и есть задача просто играть в игру, наслаждаться, то да, отличный персонаж на самом деле. Потому что, говорю, я наслаждаюсь игрой, несмотря на то, что... Несмотря на то, что приходится постоянно какой-то сетап делать, да, чтобы она что-то там могла показать. Все равно это того стоит. Не знаю, прикольно выглядит это все. Прикольно играется. Так. Не. Блин, чуть-чуть, кстати, не хватает это. Докрутки. Ну, хотя ладно, не чуть-чуть на самом деле. Я не помню, я 12 уровней, по-моему, максимум прокачивал, да? Ну, я сейчас побегаю еще, конечно, повыполняю вот это вот. Всякие вещи. Вот это я могу сейчас сделать. Вот это я могу сейчас сделать. Я заберу. Испытания. Ну, 10 боссов, да. Это тоже будет сделано. Блин, ну крутки, конечно, стандарты. Блин, 74 я открутил, да? Ну, то есть еще 10 может понадобиться круток. Вообще. Теоретически. Прямо там левел дружбы апнулся. Да и... Сейчас в картишки пойду играть. На стриме уже давно не играл в картишки. Можно заняться. Квест Форзан не хочу пока проходить. Может, та же самая история, кстати, будет, что и с этим. Как его звали, я уже забыл. Хейза. Даже до сих пор висит квест, и нет желания его проходить. Все еще. Это уже на следующую неделю. Так, что там сокровищница? Муры можно было бы, кстати, еще взять. Даже не знаю. Голды мало. Ладно, не буду пока. As a little girl, I had a wooden sword for a toy. Everyone I knew growing up was either a merc or on their way to becoming one. And even the bowls we ate our meals from were carved by mercenary blades. After an upbringing like that, it'd be more surprising if I didn't become a merc when I grew up, right? И 6 молитв, кстати, осталось. До 50. Так, что я хотел? Я хотел поиграть в картишки. Потом еще раз босса зафармлю. Он там ресается в течение 5 минут, по-моему. Так, Мислань, Айлин, Вагнер и Аяка. Сегодня, знаете, Мислань начнем. С кем бы поиграть? Давай сыграем, давай. Че у него там? Химичурло? Окей. Электротима подходит. Окей, не подходит, в принципе, все нормально. Забавно, что в этой игре я играю постоянно Фишель, но Фишель в этом... В основной игре у меня не прокачанный, и я не использую ее вообще никогда. Забавное совпадение.
Так. Ну, нормально, на самом деле. Блин, начал с электрослайма начал. Это, конечно, плохо для меня. Потому что это мне ничего не дает. Это вот я просто трачу. Даже единички урона это не наносит. Ну ладно. Персонажа. Ну, естественно, да, сразу же. Меняет персонажа, но этот хильчурл все равно отвалится. По окончании раунда. Очевидно. Что активный персонаж наносит на 2 единицы урона больше. Начните с 2 единиц выносливости, когда карта сбрасывается, когда выносливость заканчивается. Когда вашего персонажа побеждают, карта теряет 1 единицу выносливости. Окей, ладно. Не сильно я понял механику, ну ладно. Но минус 1 выносливость. И получается он уже меньше дамажить будет, да? Да. Я надеюсь. Так, гарантированные 2 дандра есть. Пока хорошо все с кубами даже. Ну да, всех сразу задамажу, естественно. Что без этого-то. Так, ну мне ничего делать. Я уже все. Хотя я мог за 0 переключиться на фиши. Но там нет вообще никакого смысла. Надо переключиться на колей, по сути. Вообще, по-хорошему, надо всех хилить. Да. Так, ладно, это потом. 3 единицы энергии. Самое время. ХП вообще не осталось ни у кого. Хотя у меня хил с самого начала был, но я его до сих пор не поставил на карту. Из-за этого все проблемы. Это не имеет значения, в принципе, в данной игре уже.
Очередная победа. Великолепно играешь, с виду не скажешь. Эйлин. Она уже стала, кстати, рыцарем, мне? Мне кажется, нет. Угу. Куча этих самураев. Так, это мы меняем. Это, блин, я не знаю, зачем эту карту сделали такой дорогой, как будто она настолько классная. Что, типа, дисбалансная была, и увеличили количество дайсов на нет требуемых. Так, а что там? Гидроэффект. О, ну это все, это изи. Это изи катка должна быть для меня. Сейчас сразу всем по единичке влетит от Оза. Ну да, по мне тоже влетело нормально. Ладно, я просто поставлю это. И... А что еще? А что, смысла нет вообще ни в чем больше. Ладно, разыгрываю и конец. Чё? Даймон, ты что-то пытаешься сказать? Я тебя не понял. Да, надо было, кстати, на коле переключиться. Я что-то тупанул, оставались эти. Ладно, впрочем, уже не нужно. I'll ensure your safety. Need to move. Что там за видос? А чё это он сохраняет сразу? Ну ладно, это видос, так что... Это не вирус явно. И вообще оригинально, конечно, что... Под саундтрек, да и... Ну, хрень, если честно, какой-то печальный мем. На самом деле. Не знаю, не люблю такие мемы. Блин, весь прикол в том, что я сейчас переключу персонажа, и мне не останется на действие ничего. Делать нечего просто. Let's go. Time is against us. Feel my blade. А чё всего минус 6 за одну тычку чел делает? Мне вот интересно. Чё не минус 10 сразу? Чё мелочиться-то? Всего лишь минус 6. Одной тычкой бахает. Это вообще законно? Вот реально, вот с какого перепугу он сейчас минус 6 бахнул по кицин? Мне интересно просто, я не понимаю. А схерали?
схерали минус 6? Просто потому что? То есть просто потому что? У него скилл, который должен дамажить 3, он просто на 6 бахнул. На подготовку нужно 2 хода, наносит 6 урона. А когда он 2 хода успел, блин, подготовиться? Разве уже, блин, 3-й ход был? Раунд 2. Финальная фаза. Сейчас вот получается только раунд 3 начался. Когда он 2 хода, блин, успел подготовиться. Сука. Че происходит? Либо я не понимаю, как работает эта игра, либо игра читерит постоянно. Я уже не первый раз такую херню замечаю. То противник там 14 дайсов использует, то, блин, он вот подготовился, блин, за 1 ход. При том, что надо было 2. При том, что, по сути, а как он подготовился-то даже за 1 ход, если он переключился только-только вот во 2-м раунде на этого чела? Как он мог подготовиться? Я не понимаю реально, что происходит. Какого хрена, блин, эта игра делает постоянно? Сраная бредятина. Я понял, короче, ход, а не раунд. У него... Все равно как-то... Я не догоняю до конца, как это вообще все работает. Пока оставляем. Не должны сейчас убивать, по идее. Никак. Ладно. Ну, чел в любом случае отвалится тут, так что, в принципе. Ну, хотя я могу разыграть на максимум сейчас эту ситуацию. Или не могу, погодите, а чё? Чё я заюзал? Это разве не... А, быстрое действие. Не, тогда. Тогда ничего не могу, по сути. За 2 я ничего... Ну, я могу этого чела кастануть, но это смысл. Пусть будет, я не знаю, просто потому что. Ну, он сейчас отвалится с этих... С покемонов. Призванных. Что-то бои какие-то сегодня неприятные вообще.
Так, погнали. Да, давай сыграем. Блин, еще эти. Еще самураев, блин. Почему у них у всех самураи, блин? Это чел из Манштата, почему он с самураями играет? Окей. Скажем, так, как есть. The threads of your fate lie in my hands. Ну, как и ожидалось. Ну, хотя не нормально. 4 есть. Oz, reveal thyself. Trainee Forest Ranger Kale, reporting. Окей. Интересный выбор. Let's go. Time is against us. Конец раунда. Какие классные дайсы. Так, ну ладно, на ешку кицин хватит. Incoming. Ну и добить его тоже хватит. Просто нормал тычка сейчас. To the ferry. Они сразу кастуют это свое дерьмо, естественно, просто потому что они такие клевые, им не надо ждать ничего. Да, да, да. Конечно. Почему бы и нет? Почему бы и не сделать так, что тебя просто переключат персонажа? Потому что. Ну, в принципе, разницы никакой нет, на самом деле. In the name of the princessin. Oz, reveal thyself. Почему на нем пира статуса нет? Ни на одном, ни на втором челе. I'll ensure your safety. У него электро сейчас не будет. Потому что опять это говно сейчас с него электро снимет. И при этом персонаж не переключится, по-моему, да? По-моему, не переключается сейчас. Хотя это перегрузка. Не переключается. Окей, хорошо. Так тоже неплохо.
Да, я сейчас такую хрень сделаю. Так. И я вот не знаю, кстати, даже что лучше. На эту фигню потратить. Ну, а тогда гарантированно ультимейт будет. Хотя мне и так будет гарантированно ультимейт. Ладно, хер с ним. Ставлю так. Вставляю. Смотрим, что он будет делать. Ну, прикольно. Пришло. 2 карты. Нулевочки. Как я и говорил, у меня в любом случае будет ультимейт китсен. Блин, это перегрузка, конечно, это что-то с чем-то. With sword comes shadow. You win this cheap trick battle. Fall before me. Мне карт достаточно, чтобы это сделать. Incoming. You win this. Так. И последний остался бой с Аякой. Ну, еще мемчики. А, я видел, кстати, да, это мемчик, где Беннет, главный герой этого баннера, а не Дэя. Ты мне лучше найди картинку, где Дэя плачет у баннера своего. Там был вот этот... где-то видос был, типа, бедная Кицин. Она сидела возле своего баннера, типа, такая плакала. Что никто не хочет ее крутить. И кто-то перерисовал на Дэю, блин. Но я эту картинку это потерял. Так и не смог найти нигде. Я просто ее видел в сообществе Хуэлаба. А там хер что найдешь вообще. Что это за картинка? Blizzard Entertainment. Нужно на передовой. Это слишком жестокая шутка. Так, Аяка. I've heard that Genius Invocation TCG is a lot of fun, and that the cards are exquisitely illustrated. Perhaps they would make good collector's items. Да, сыграем. Кто у нее? Аяка, Чинюнь, Сэнцю. Окей. Так. Что-то мне не нравятся эти карты вообще. О, хилд. Окей, ладно. Блин, чел замораживать сейчас будет. Чел. Аяк будет меня замораживать сейчас. Не хватает даже на ешку. Фишли. Все как обычно. Ну ладно, я тогда разыграю вот это все. Просто таким вот образом. Просто бахну вот так. И все. Это все, что я мог сделать. И она бафается.
теперь существует только для того, чтобы сжигать факела. Согласен. Так. Я ничего сделать-то не могу больше. Карты-то фиговые пришли. Совсем. Да. Вот хутаут это самое то сейчас, конечно. Это мне надо. Окей, на ешку фишель есть. Даже, возможно, ешка колей будет. Еще и меч. Давай, еще больше бафов, давай. То мало бафов что-то. И сет там, и меч, и инфузия, и все, что хочешь, просто сразу. Так, окей. Trainee Forest Ranger Kale, reporting. Естественно. Так, ну ладно. Мне ничего не остается, кроме как бить сенсю. Ну, эти 2 хп мне вернутся. Прямо сейчас, так что... Телек 2. А причем тут этот Жак Фреско, или как его там зовут, этого чела? Я что-то не понял. А что так много дендрокубов вылетело? Ну, пускай будет, кстати, я оставлю. Пускай будет. Пускай будет. Мне сейчас ультану просто колей. Кстати, а это... Используйте навык. Ну, то есть не написано, что... Погодите, или... Или надо именно навык элементарный, а не взрыв. Ладно, сейчас проверю. Я не знаю просто, как это работает. Я не помню, может, я уже, конечно, когда-то это и проверял. Но уже забыл. Не, все правильно, да. Все сработало, как надо. Да, жаль, конечно, что у меня нету ничего. Я могу похилить своих персонажей. Не знаю, ну да, нормально, короче. Китсен еще хватает хп пока что. After all that training. Давай. О! Хорошо-то как. По электро бахнуло, а? Incoming. Much remains. Ну и все. Самый опасный персонаж устранен. Остался только Сенсю с 7 хп. No, my soul. Блин, жаль, что меня заморозил. Ну ладно. In the name of the princess. Бля, надо было на колей переключаться, а не на фишель, но не важно. Уже, в принципе, не важно. Тем более, что я могу завязать скилл фишель.
I'll ensure your safety. Я не знаю, мне надо вообще что-то здесь делать. Ну, пускай будет. Потому что мне кажется, он сейчас отвалится с этих двух челов. Ну да, очевидно. I am outplayed. Все. Изи. Меня друг кинул, договорились вчера посмотреть вместе анимку. Но он уснул, тупо спал весь день. Сегодня не хочет идти, якобы потому что к нему пришли друзья. Это жестко. Ты такой стоишь и задаешься вопросом, а я тебе кто? Я что, не друг получается теперь, что ли? Да. Так, ну пойдем боссов бахать. Сейчас босса бахну. И... ну это все, что я могу сейчас сделать. В принципе. Его друзья важнее, чем парень. Окей, это даже более серьезная история. Окей. Так, а чё, ассортимент-то поменялся, что ли? Ну да, потому что... Да, новые персонажи добавились, новые, соответственно, эти добавились. Логично. Эмблема теперь есть. Мы ж геншинята, тут у нас так принято. Окей. Мне, в принципе, не важно, как у вас тут принято. У нас тут принято. Потому что я все равно по жизни forever alone в любом случае. Так. Окей. Я почти все карты уже скупил. Пицца. Грибная. Пицца. Прикольно. Все. Все. Основные все вещи я скупил. А эти что, бесконечные, что ли? А этих 5 всего. А в чем прикол? Кстати, мне не хватает, да? Да, 95 у меня этих штук. Все еще не хватает. Я все еще не фармил эти камни. Так, окей. Сначала закончу с делами. Все. Идем еще раз босса. И, наверное, все. На сегодня. Хотя можно еще 2 раза босса, но это ничего не поменяет абсолютно, потому что все равно я уровень не прокачаю этого. Сейчас 450 всего опыта, а надо 800, нет, 790 надо. Чтобы еще одну крутку сделать, не хватит все равно. As one with wind and cloud, one with nature. Hey, let's dance. Incoming.
Nowhere to hide. Speed of light. Не, все-таки, конечно, по сравнению с тем, насколько он жирнее в бездне, насколько он дольше бьется, настолько запарно. Это, конечно, да, в открытом мире. Прям. Балдежно даже его убить. Ну и все, наверное. Можно еще пойти. Правда, посмотрите, что-то. Я перекрафчивать стал руду. Снова. Что там какое-то количество камней я потратил. У меня там 3000 всего их сейчас, да. Зато руды, блин, 4000 с лишним. Потому что я даже не хожу, не бью камни теперь. Все за счет экспедиций. Ну, то есть, да, 450 я сделаю, и получится 660. Все равно этого мало. Чтобы получить еще одну круточку. Артерии земли я точно не добью. И тут еще тоже... Нет, короче, завтра. Значит, я думал, что я сегодня уже докручу стандарт и вижу, какая пятерка мне выпадет, но нифига. 74 крутки этого мало все-таки оказалось. Мне просто очень интересно, что мне из стандарта выпадет. Наверное, опять какой-нибудь делюк ненужный. Еще какой-нибудь кал. Ну ладно, потом разберемся, когда придет время докручивать этот баннер. Раз, два, три, 4, 5. Зачем я считаю, если тут написано? 50, 60, 70, 1, 2, 3, 4. Да. Я и говорил, ровно 74. Лайла последняя выпадала вот много. Забавно. Из стандарта 2 Лайлы выпало. И еще одна из оружейки, по-моему, выпала. Или из обычного бана, не помню. Из оружейки, по-моему. Когда я хому крутил. Можно было бы, конечно, сейчас вот это вот исполнить, но я не буду, пожалуй, этого делать. Того не стоит. Лучше уж подождать до завтра. Хотя и завтра, походу, я не смогу, да? То есть там мне надо, получается, будет выполнить... Ну, я вот это добью, это понятно. А вот это я завтра, по-моему, и не добью, да? Получается, что 400 почти смолы мне надо. А это... Да, явно больше, чем за один день дают смолы. Так что, да, это еще не скоро будет, блин. Ну и тут, естественно, тоже еще... Сейчас это не добить. Хотя... Не, ну опять же, у меня 3 крутки всего. То есть я сейчас, даже если я оружейку крутану 3 раза, это 3 крутки. А надо 6. Так что не получится нифига. Даже при всем желании сейчас извернуться так не получится. Ладно. Хватит на сегодня Геншина. Спасибо всем, кто смотрел, комментировал. Это недоразумение, которое я называю стримом. Не, вообще, кстати, прикольно был квест. Ну, отчасти прикольный.
Конечно, я немножко пригорел с момента, где челы решили, блин, мстить. Непонятно зачем. Но окей, ладно. В итоге все обернулось плюс-минус нормально. Эта история. Ну, хэппи-энд, конечно. Все дела. Средненький такой квестик, в общем-то, да. Неплохой, но и не слишком хорош. Ладно. Всем пока. До новых встреч.